Я хочу сказать несколько слов сначала о Стиве, ну, который может выйти, чтобы, как бы, то еще, все равно он понимает меньше, чем вы. Не в общем плане, а в плане того, что я говорю по-русски. Я работал с самыми разными компаниями, я посчитал с 9. Это там австрийские, венгерские, всякие американские компании на меня выходили, с тем, чтобы я здесь работал как тренер, как консультант, как коуч с их международными клиентами. И в прошлом году у меня раздается звонок, и девушка на хорошем русском языке говорит, представила, говорит, Жанна, говорит, вот Михаил, ну, видно, что она русская, я звоню из Англии от компании TMA, и вот нам нужны тренеры, которые там, критерии какие-то достаточно формальные, вот, интересуемся вас. Я говорю, ну TMA, там же есть же представительство в России, да, TMA, Time Management International, есть, в общем, какие вопросы. Она говорит, ну да, есть, но они что-то как-то там, ну, не очень довольны. Ну, вот как-то так, ну, толком я не знаю. Причем меня удивило, что я так и не мог осознать, эта девушка, она сотрудница вот этого TMA, или она не сотрудница? Потому что, с одной стороны, она демонстрировала какую-то свою причастность этой компании, а с другой какую-то такую легкость. Ну вот они там не очень, но причем это они не в смысле они, а в смысле вот, ну вот они. Да, вот как-то мы, они, вот что-то такое перемешанное. Причем я понял, что отношения очень запутанные, но позитивные. Оказывается, это не компания TMA, это компания TMA. И мы договорились, что приезжает какой-то Стив Притчард там, в Смоленском пассаже, мы встречаемся, там комната для переговоров, да, я прихожу, сидит Стив в костюме, это я его сейчас уговорил снять галстук, обычно он ходит, он сегодня мучился весь день, не спал, всю ночь мучился, чтобы снять галстук, но снял его. Всю ночь галстук? Нет, ну этих подробностей я не знаю. Мы вместе пришли, потому что Макдональдсе встретились, хотя он здесь живет рядом. И причем было удивительно, но обычно, опять же, я говорю, я работал с 9 компаниями, обычно они там что-то спрашивают, какое-то там собеседование, ну или вообще ничего не спрашивают, а Стив больше говорил. Да, вот рассказывал о компании себе, ну, не знаю, там что-то спросил, он резюме, естественно, мое получил. И потом мне говорит, вопросы какие-то есть, полчаса после такого разговора. Я говорю, да нет, вот у меня просто такое чувство, что все понятно, потому что есть ощущение общих ценностей. Да, вот это мне ясно. Вот мне ясно, но не то, что даже что вы делаете, это самое простое, но мне ясна ваша кухня. Мне понятно, что там вот это общие ценности, это западные, международные хорошие ценности, это вот тот дух, который ты чувствуешь и который не надо объяснять. Ты просто вот такой, как они, или не такой. Причем по-хорошему, без всяких вот этих американских бла-бла-бла. Да? И Стив мне на что тоже отвечает, что, знаешь, у меня тоже вопросов нет, потому что у меня такое же чувство. А детали их всегда можно обсудить и договориться. Вот. Но затем он аккуратно, осторожно сказал про деньги. Вот. Чем меня тоже поразило. Потому что таких высоких ставок в виде процента от того, что зарабатывает компания, нет ни в одной другой международной компании. И причем это успешный бизнес. Ну, по крайней мере, те, которые приходят сюда, чтобы платить русским. И Стив сказал, мы считаем, ну, я сказал, да, нормально, а Стив сказал, мы считаем, что консультант должен получать везде одинаково хорошего уровня, где бы он ни работал. Да? Из какой бы он страны бы не был и в какой бы стране он не был. То есть это еще больше прибавило мне уважение к этому бизнесу, потому что если они могут платить на таком уровне всем консультантам, ну, вот это только подтвердило мое ощущение от компании и от общей культуры. Дальше я как раз недавно рассказывал об этом Павлу Безручке, генеральному директору Капси. Мы сидели так, обсуждали, и он говорит, да, интересно, а вот за счет чего они так выживают? За счет чего им удается так работать? В чем фишка, в чем технология? Потому что так-то понятно. Международный клиент, выставляются тренеры на всех, там, в Мексике мексиканцы, в России там русские, украинцы и так далее, и так далее. Но за счет чего?
я задал себе вопрос, и я, наверное, понял, что за счет удивительной способности подбирать нужных людей. Когда мы встречались в Киеве на трейн обучение тренеров, это было, ну там были все вот русскоговорящие из России и Украины, а меня поразило качество людей. То есть это все были, понятно, что профессионалы разные, но это все были достаточно зрелые люди, причем ясно, что вот как бы сами по себе кто-то, может быть, отличался какими-то отрицательными когда-то чертами, но это люди, которые прожили жизнь и которые были очень зрелые. И я понял, что в частности это заслуга вот этого рыженького, который все возглавляет. Потому что мне потом рассказал Григорий, питерец, как его Стив нанимал. Это произошло там позапрошлой уже весной. Нужен был срочно тренер, чтобы лететь в Казахстан, чтобы проводить программу TMA. Но вот там у нас на тренинге мы там их разбирали, там прорабатывали, все-все. А это вот первый заказ, нужен тренер. Они вышли каким-то образом на Питер, они нашли каким-то образом Григория. Стив говорит, вот там, да, говорит, ну высылаем тебе там слайды, программы и так далее. Потом звонит второй раз, примерно через 5 дней, говорит, там что, там, он говорит, Григорий говорит, ну в общем понятно. Стив говорит, ну да, вот там едешь, летишь, там проводишь. Григорий говорит, я опешил, он никогда меня не видел, он вообще меня не знает, да он видел резюме, но он меня посылает к международному клиенту в Казахстан еще, первый тренинг, и вот так вот легко. Я понял, что это способность Стива уметь находить каким-то непонятным образом подходящих, нормальных людей. Вот. И я заметил, что такие же люди собираются на его тренинги и выступления. Стив Притчард. Я буду переводить, но так как я в этом завязан, я тоже работал в Казахстане и так далее, когда я буду говорить что-то от себя, а не переводить, я буду брать вот эту штучку. И пока она у меня в руках, я буду говорить не как переводчик, а так, я здесь не женщина, я здесь переводчик. Okay. Окей? Well, 4 years ago, 4 года назад I found myself working in South Korea. я обнаружил, что я вот сижу и работаю в Южной Корее. В Южной Корее, да. For the first time with my client Samsung. С моим клиентом Samsung. And I was running a cross-cultural training program. И я проводил тренинг про кросс-культурным различиям. And because I'd never been in South Korea before, И так как я никогда не был раньше в Южной Корее, I thought I'd better ask my Korean host. Я решил спросить моего корейского хозяина. In Korean culture, В корейской культуре, what is the most appropriate way to introduce myself? какой самый лучший способ представить себя, когда ты начинаешь тренинг? And my host said, И принимающая сторона ответила: look, we know about your CV. мы знаем твое CV. What Koreans really want to know А то, что корейцы действительно хотят знать, is how old are you, это сколько тебе лет, whether you're married, женат ли ты, and whether you have any sons. и есть ли у тебя сыновья-то вообще. So in the spirit of a South Korean introduction, Это вот дух представления по-южнокорейски. I'm 49 years old. Мне 49 лет. I'm married, I've been married 20 years. Я уже в браке 20 лет. And I have 3 children. У меня 3 детей. I have 2 girls. 2 дочки. Hannah is 13, Tess is 12. Хана 13, 12 лет Тесс. And also I have a young son. И молодой сын, младший сын. And his name is Charlie. He is 9. Его зовут Чарли, ему 9. One thing we all like in our family is football. Все, что мы любим все в нашей семье, это футбол. Being English, Быть англичанином, typicznie angielczanie, typical English. we are passionate about football. Мы просто пристрастны, мы обуглены страстью к футболу. But we have a national problem. Но у нас есть национальная проблема. Our football team isn't very good. Наша футбольная команда не слишком хороша. But we live in hope, and
I like coming to Moscow very much. Но мы надеемся на лучшее. Я люблю приезжать в Москву, But my memories and experience in Moscow но мои воспоминания и мой опыт московский are not always very good. не всегда слишком хороши. Because Потому что here we have England versus Russia. здесь вот англичане играют с русскими. Yeah, Lizhniki Stadium, I think 2 years ago. 2 года назад, наверное. And Russia won. И Россия победила. And also this week at the same stadium, Aston Villa, which is my team, Aston Villa. А вот на этой неделе, буквально позавчера, Астон Вилла — это моя команда такая родная. We are playing CSKA Moscow. Играла с московским ЦСКА. And this time CSKA Moscow won as well. ЦСКА выиграла. So, I live in hope that our fortunes in football will change. Я все-таки надеюсь, что судьба повернется нам благоприятной стороной в футболе. Thank you for coming along today. Let me just say a little bit about what we will talk about. 4 Спасибо, things. что пришли сегодня, и 4 вещи, о которых мы будем говорить. A little bit about the company that I work for. Немного о той компании, на которой я работаю, And the business model. и о нашей бизнес-модели. Secondly, I want to just briefly talk about the question of globalization. Затем, коротко, я хочу поговорить о глобализации. Is it a good thing? Это вообще хорошо или нет? The next theme will be a discussion, an example of a global team delivering training for a global client. Затем такой конкретный пример глобальной команды тренерской, которая предоставляет тренинги глобальным клиентам. So a case study, if you like. And then the final theme is to look at leading what we call global virtual teams. These are where the teams are working together. И затем последнее, как управлять такими виртуальными командами, когда команда работает вместе, But the people are geographically apart. но люди географически разделены. Therefore, everything is coordinated through the internet. Когда все координируется через интернет. Okay, so. И фишка следующая, что эта презентация будет выставлена на сайте, вы сможете ее скачать, за исключением тех слайдов, где написано ArcelorMittal. Это клиентские слайды, они будут удалены. Все остальное вы сможете получить. Okay, so the model that we have, this is a traditional company structure. Вот это традиционная структура традиционной компании. Here is the boss. Босс, Here are the divisions подразделение, with the employees, and all of them are on salaries. с сотрудниками, и все они summaries. The problem with this structure for us is that during a good economic time, Проблема в чем? Когда все хорошо экономически в экономике, you can grow your business and expand it into different countries. вы можете расти, развиваться и развиваться в разные страны, двигаться. Multinational model, perhaps. Такая вот многонациональная модель. But in a very difficult economic trading circumstance, Но когда трудные условия экономические возникают, the cost of keeping this structure is very high. стоимость содержания такой структуры слишком велика. So our business model is more molecular. Наша бизнес-модель такая молекулярная. So our business is made up of business professionals in many different countries. Наш бизнес это профессионалы, которые распределены во многих странах, Who share the same values у которых общие ценности, and competencies компетенции, and skills навыки, as us. такие же, как у нас, They are independent in their own work. но они независимы в своей работе. So in one sense, they work collaboratively with us, they belong with us, С одной стороны, они работают вместе с нами и принадлежат нам, but equally they have the freedom но точно так же у них есть полная свобода
to pursue their own professional and personal interests. Заниматься и преследовать свои собственные профессиональные личные интересы. It's a model that is dependent on trust. Это модель, которая завязана на доверии. High degree of professional trust between people. Высокий уровень доверия между профессионалами. Our clients are mainly large organizations. Наши клиенты в основном это крупные организации. So they are global companies. Это глобальные компании. And they have geographically dispersed workforces. А их рабочая сила, их сотрудники распределены географически. So as a trading business, И поэтому тренинговый бизнес, we need representation in many different geographies. для этого нам, чтобы его поддерживать, необходимо иметь представителей во многих географиях. And these businesses have a very high caliber of managers and leaders intellectually. И этот уровень бизнеса требует высокий уровень интеллектуального менеджеров и тренеров. So equally, our trainers have to have a strong professional background И наши тренеры должны иметь хорошую профессиональную подготовку. in order to have the credibility with the clients. Для того, чтобы вызывать доверие и у клиентов. As a business, we also produce books, writing books. А также мы пишем книги, Here are three. печатаем. Вот дыры внизу. Our latest book is Вот последнее. Where in the World is My Team? Где в этом мире моя команда? And it's written by Terry Brake. Она написана Терри Брейком. And what's interesting is it's a book about how to lead geographically dispersed teams. Это книга о том, как управлять географически распределенной, разбросанной командой. And I will explain some of the content of this book today. И кое-что из логики этой книги я вам расскажу сегодня. But what's also interesting, if this is how to lead virtual teams, here is Mikhail's book. Там вот как управлять распределенной командой. А это книга Михаила. Which is all about networking. О нетворкинге. And in many ways you can bring these two books together. И во многом это взаимодополняющие книги. One is that we are a global network. С одной стороны, мы вот глобальная сеть. But also we have to work as a team. Но также мы должны работать над проектами как команда. So that is a business model that we use to run the business. We have a strategy, of course. Вот это наша бизнес-модель. Конечно, у нас есть стратегия. And our strategy is to win business with the world's biggest companies. И наша стратегия завоевывать бизнес с крупнейшими мировыми компаниями. To deliver training Поставлять им тренинг consistently постоянно, to a high quality, высокого уровня, but in local language, но на местных языках. as well as in international English. Ну, так же, как и на международном английском. And I will give an example later in the case study with ArcelorMittal. Я побольше поговорю об этом в кейс-стади, касающемся ArcelorMittal. But the first thing that I want to discuss really is, we would say, even though we are a small business, Но первое, о чем я хотел бы сказать, we are a global что business. мы маленький бизнес, мы глобального масштаба бизнес. Because being a global business is not how big you are, Потому что, когда мы говорим о глобальности, это не вопрос размера. it's not what you do, it's how you do. Это вопрос не того, что вы делаете, это What you вопрос do. того, как вы делаете то, что вы делаете. So the first question really that I just wanted to briefly look at, И вот первый вопрос, так коротенько. Глобализация. globalization, is it a good thing? Это хорошо? Well, at the moment, Сейчас вообще-то many people think it is not, многие думают, что это плохо. because we have a global financial system that is in crisis. Потому что глобальная финансовая система в кризисе. And in all the major economies around the world, И во всех крупнейших основных мировых экономиках мира we really have a major financial problem. у нас крупнейшие финансовые проблемы.
Britain is far from immune from this problem. Britain is far. Is not exempt from this problem. Британия тоже не избежала этого. We estimate that by 2009 December. Мы думаем, что что-то произойдет. Мы оцениваем в 2009 году в декабре. We will have over 3 million people unemployed. У нас будет 3 миллиона безработных. As a result of the collapse of the system. В результате коллапса всей системы. And in many other countries, one looks at Ukraine, Argentina, there are really very big structural problems economically. И очень много структурных проблем в таких странах, как Аргентина, Украина. But my belief is that globalization is much bigger than economics. Но, по моему мнению, глобализация это гораздо больше, чем глобализация экономики. This is a good definition, perhaps. Вот это, возможно, хорошее определение. So it is about, if you like, the speeding up of worldwide interconnectedness. Вот глобализация есть расширение, углубление и ускорение взаимосвязанности в мировом масштабе во всех аспектах социальной жизни, от культуры до преступности, от финансов до духовности. То есть глобализация – это ускорение взаимодействия. It's not therefore necessarily just about finance or economy. Это не обязательно про финансы или про экономику. But about ideas. Это про идеи. And networks and connections. Связи, взаимодействие, нетворкинг. We can use this to good effect. Мы это можем использовать для получения добра. But we should also recognize that some of the world's most powerful criminal gangs. Но мы тогда должны учитывать, что наиболее сильные шайки, криминальные структуры в мире have used the tools and methods and processes of globalization. Используют те же самые методы и процессы глобализации. To make their organizations very successful. Чтобы быть также успешными. Criminally speaking. В криминальном смысле. So the question is. Вопрос в чем? Is it good or is it bad? It depends on you. Хорошо это или плохо, зависит от вас. I believe. Мне так кажется. It's no longer about East and West. И больше нельзя говорить о Востоке и Западе. Maybe the American world versus the rest of the world. Или, например, говорить, есть Америка, есть остальной мир. Because we are living in a multipolar world now. Мы живем в многополярном мире. Where there are spheres of influence: Tehran, Mumbai, Buenos Aires, Beijing, Tokyo, Washington. Куча точек влияния. Вашингтон, куча перечислил Стив кучу столиц. All these places have a increasing influence on world affairs. И каждый из этих мест усиливает свое влияние на все, что происходит в мире. So now it's much easier to participate in dialogue. Сейчас гораздо легче стало включиться в мировой диалог. But there are some contradictions also with globalization. Но есть также и некоторые противоречия, касающиеся глобализации. Because as we globalize, going into something bigger, чем мы больше глобализируемся, чем больше становимся, maybe we also feel the need to reinforce our local identity. Мы также начинаем ощущать все большую потребность усилить свою локальную, местную идентификацию. I'm going back to football for a minute. Я вот хожу на футбол. 20 years ago, 20 лет назад, when England played Scotland at football, когда Англия играла в футбол в Шотландии, part of course, this is in Britain. В Британии это такое. This is the Scottish flag. Вот болельщики Шотландии поднимали шотландский флаг. And this is what we call, well, of course, the Union Jack. А это Union Jack, флаг Великобритании. All the English football fans used to fly this flag. И все английские болельщики поднимали этот великобританский флаг. And the Scottish fans used to fly the Scottish flag. А шотландцы шотландский флаг. But the English fans realized that actually this part of the flag was Scottish. Но затем англичане поняли, что часть этого флага шотландская. So now,
at the football matches the English fly the English flag only. И теперь англичане на матчах поднимают только английский флаг. Absolutely true. Yes, Вот так. we are part of the British Isles, of course. Конечно, мы часть британских островов. But the thing that is driving the split Но вот так вот мы и разделились все-таки на нации. is because we are entering into something bigger in the form of the European Union. И мы в то же время входим в нечто большее, в Европейский Союз. We need the European Union Мы в Европейском Союзе, because the challenges that we face in Western Europe потому что те вызовы, которые мы встречаем в Западной Европе, cannot be solved by one country. невозможно встретить, будучи одной страной. They have to be addressed by a supranational structure, Они должны быть разрешены наднациональной структурой, governmentally, economically, intellectually, politically. на государственном уровне, на экономическом, на интеллектуальном. So the point about globalization is as we globalize, we also reinforce our local sense of identity. Так что, глобализируясь, мы в то же время подпитываем и свое ощущение причастности вот к нашим локальным корням. But also, again, within a commercial context, Но в коммерческом контексте there is a tremendous advantage in being part of a global network. есть огромное преимущество в том, чтобы быть частью глобальной сети. The previous CEO of Hewlett Packard, the computer business, computer company, Бывший CEO Hewlett Packard, who, by the way, have been operating in Russia for over 40 years, который около 40 лет работал в России, since 1968, с 69 года. said, if only HP knew Сказал, если бы только Hewlett Packard знал, what HP knows, что Hewlett Packard знает, we would be 3 times more profitable. мы бы были прибыльнее в 3 раза. The challenge is to open up the flow of ideas and information in a business Вызов состоит в том, чтобы открыться тем информационным потокам, которые есть уже в нашем бизнесе, in order to provide the best products, solutions, ideas to the clients that we чтобы work with. представлять клиентам лучшие решения, лучшие продукты. So I will just pause at this particular point in time, И я хотел бы вот на этом сосредоточиться. because in a minute I'll talk through a case study of ArcelorMittal, but any quick observations or questions with regards to globalization? Вот. И затем уже только перейти к конкретной ситуации с ArcelorMittal, но сейчас, может быть, есть какие-то вопросы, касающиеся глобализации. I didn't answer really the question, is it a good or a bad thing? Я правда отвечу на вопрос, или неважно. Я в действительности не ответил на вопрос, хорошее это хорошо глобализация или плохо. For me personally, I think it's a very good thing. Это неизбежно, по-моему. Я считаю, что для меня лично это хорошо. You can't stop it. You can't stop it. No, I agree. Yeah. You Да, can't я stop it. согласен. We continue? Продолжаем. So ArcelorMittal is ArcelorMittal the world's largest steel company. это крупнейшая в мире сталелитейная компания. 300,000 employees worldwide. 300 тысяч сотрудников в мире. Working in over 63 different countries. Работает в 43 различных странах. 63. So it's a very geographically dispersed organization. Очень сильно распределена по всему миру географически. It's made up primarily of 2 organizations. В реальности она была создана из 2 организаций. Mittal Steel, Mittal Steel, which was Indian owned, принадлежащая Mittal, Индусу. Lakshmi Mittal is the owner of actually ArcelorMittal, one of the world's richest men, in fact. Lakshmi Mittal практически собственник ArcelorMittal. And then Arcelor,
which is traditionally a European-focused steel production company. И вторая часть – это Arcelor, такая сталелитейная компания, сосредоточенная на Европе, европейская. Between 2006 and 2007, these companies merged, joined together. В начале этого века, между 2000 и 2002 годом, эти компании слились. Mittal is characterized as a business Mittal характеризует бизнес by being very entrepreneurial, как очень предпринимательский, very commercially hungry. очень жадный в коммерческом смысле. Mr. Mittal, 25 years ago in Indonesia, 25 лет назад в Индонезии had a global vision for steel. Его посетило такое глобальное видение, касающееся рынка стали. And he spent 20 years buying up the assets И 20 лет он потратил на то, чтобы покупать заводы, где только можно. in different countries that often governments were trying to get rid of because they're very costly assets. И очень часто он покупал то, от чего государства были с радостью готовы избавиться, потому что это было невыгодно им. Arcelor are a very different business. Это про Mittal. А Arcelor это очень совершенно иной бизнес. Intellectually, their research and development is very, very good. Они такие очень хороши в исследованиях, разработках, в развитии продукции, интеллектуальные. So they produce very high quality steel products, very technologically innovative products. Они производили такие очень инновационные, технологически сложные продукты. And the challenge with the steel industry is very economically volatile. Но дело в том, что в стальной индустрии экономически идут такие вот спады и падения. So the industrial logic И индустриальная логика, of ArcelorMittal coming together вот в чем заключалась, почему они объединились, was to provide a large steel company that could provide greater stability, scale and size and scope for the industry as a whole. Для того, чтобы обеспечить стабильность за счет больших объемов, за счет большого размера и чтобы компания жила. So the work that we were commissioned to do with ArcelorMittal falls into four areas. Та работа, которую мы проводили для ArcelorMittal, она шла в 4 сферах. First of all, to provide leadership and management training. Во-первых, это лидерские и управленческие тренинги. Secondly, to be, if you like, ambassadors for cultural change in the organization. Второе, можно сказать, мы послы организационных изменений, посланники. The business wanted to use training and development Потому что бизнес хочет использовать тренинг и развитие as a mechanism как механизм for creating a unified mindset and language. Для создания такого объединенного склада ума у всех сотрудников, общего языка. So part of the role that we have also is to build the brand. Также частично мы занимались тем, что помогали утвердить бренд. And to create a more unified organization. И создать такую унифицированную организацию, более целостную. And the other thing is that we are in a unique position. И мы были в уникальной позиции. Also to give feedback to the business. Мы имели возможность дать бизнесу обратную связь по результату нашего взаимодействия с участниками тренингов. Because as we meet frontline managers, потому что мы встречали менеджеров от земли, we're in a position to sense, hear, feel what the mood is like, what they are experiencing in their everyday work. Мы знали, что они чувствуют, что они думают, их настроение. We work for the ArcelorMittal University. Мы работаем и через университет ArcelorMittal, which is based in Luxembourg. который находится в Люксембурге. But not one of our people Но ни один из наших сотрудников is physically located there. Физически там не находится. I'll explain more in a minute. All the programs we run Все программы, которые мы проводим, are there to support
the company они направлены на поддержку компании. in terms of the competencies and the skills and the behaviors that they want to promote in the business. С точки зрения развития нужных форм поведения, навыков и компетенций для поддержания бизнеса. The university is split into different academies. Университет ArcelorMittal состоит из нескольких академий. So we worked for the Management and Leadership Academy, Мы работали на Академию менеджмента и лидерства. but there's also a functional academy, Также есть функциональная академия. managing procurement, managing finance. Это финансы, Marketing, so on and so финансы forth. и так далее. There's the E-Academy, which is electronic learning through the internet. Электронное обучение, академия. You can't see here, but this is the Steel Academy. Здесь стальная академия, ее не видно. Probably it's the less important one. Yeah, yeah. Well, yeah, exactly. Наверное, потому How to make steel. наименее важное, как делать сталь. And there are additional academies, for example, running conferences and facilitating conferences. А также у них есть академии, которые занимаются проведением конференций, всякие обучающие способы. Specifically looking at the work that we do, I'll just go back here. Если посмотреть, вот, что в точности мы делаем, We run 10 different programs for the business. мы проводим 10 программ для бизнеса. And they form 3 areas of work. Developing myself, Областях развития себя, individual personal skills. это индивидуальные личностные навыки, Developing others, coaching and developing others. коучинг и развитие других, And also developing teams. Teamwork being very important for their business. или также развитие команд. А командная работа очень важна для их бизнеса. And we also are involved in delivering the performance management aspects of the business. И также мы вовлечены в развитие программы развития руководящих сотрудников управления выполнением задач. Should I say something about? Yes, please. Yeah. По факту, это программа Management by Objectives, управление по целям. Да? И вот здесь, в частности, видно, как в левом верхнем углу это вот весь цикл, как руководитель ставит цели, они их обсуждают, согласовывают, затем идет диалог, там, оценка, идет полугодовая, оценка годовая, вот это вся программа. Была проблема с переводом performance management, потому что вот что такое performance, но решили переводить наиболее адекватное, это управление выполнением задач. Да? То есть, но это вот целая система, это внедрение целой системы, там каждому выдавался талмуд, они все это изучали, это целая система постановки целей и проверки управления по целям. Okay, so the programs are supported by competencies, specific competencies. Программы все были разработаны, направлены в поддержку специальных ключевых компетенций ArcelorMittal. So these individual skills Вот это индивидуальные компетенции, навыки. are the most important things for each manager to develop competency in the business. Которые в ArcelorMittal рассматриваются как ключевые для того, чтобы участвовать в бизнесе, быть в бизнесе. And their annual performance is measured И годовая оценка измеряет их. on their ability to demonstrate these competencies. Насколько каждый сотрудник, каждый менеджер демонстрирует их наличие, насколько они выражены в него. But there are also supporting competencies Но есть также 3 поддерживающие компетенции, which are required by the wider business. которые требуются уже вот не на каждом рабочем месте, а в более широком аспекте бизнеса. So these competencies we use to inform the design and the development of the programs we run. И вот эти компетенции мы использовали как основу для разработки программ. Наша программа направлена на развитие именно их. Okay, so now let's talk about how the training is actually managed and delivered. Посмотрим, как вот технически тренинг делался, как поставлялся. So I have a team that works for me. У меня есть команда, которая на меня работает. 36 consultants. 36 консультантов.
working in 26 different countries, в 26 разных странах, in 14 different languages, на 14 языках, 12 training products, предоставляют 12 тренинговых продуктов, and these are delivered to around about 10,000 managers on an annual cycle. и эти ребята в год обучают 10 тысяч участников ArcelorMittal. So you can now start to see the scale of the operation. Вы можете себе представить, какие там идут процессы организационные и операционные. And the people that you can see in the pictures here Люди на картинках здесь are responsible in the team for managing their particular geography. это региональные ответственные по управлению региональными командами. Because it's completely impossible Потому что вообще невозможно for me to manage that для меня управлять каждым on my own. самостоятельно. So let's look specifically at Russia CIS. Посмотрим на Россию и СНГ. So I'm based in Britain, Вот это, я сижу там в Лондоне. with our offices in London, and our Russian-speaking trainers are in St. Petersburg, Moscow. А русскоговорящие тренеры в Санкт-Петербурге и в Москве. But you might find it interesting that ArcelorMittal have something like 50,000 employees in Kazakhstan. Интересно, что 50 тысяч сотрудников ArcelorMittal работают в Казахстане. The majority are working at TMA, which is the steel production facility. Большинство в Темиртау на сталелитейном производстве. But there's also a coal division in Karaganda. Угольное подразделение в Караганде. So these are in the northeast of Kazakhstan. На северо-востоке Казахстана. And you can see here just a picture of TMA. Это вот Темиртау из космоса. It's a monogorod. It's a city of about 170,000 people. Это где-то в 70, это 1700 человек, 170 тысяч человек. Built up around one industry, steel. И он построен вокруг одного завода. And in the current economic climate, И экономический климат, conditions are very, very difficult. там, конечно, им сейчас сложно в связи с кризисом. Because in this town there is no diversification of activity. Потому что никакой диверсификации деятельности нет, все работают на заводе. Steel is down, everything is down. Сталь ушла вниз, все пошло вниз. Here are some pictures of TMA. There's the steelworks here. Это вот, should we say that Russian trainers work in Kazakhstan? Yes, absolutely. Yes, yeah. Sorry. Yes, I'm making an assumption. Yes. Я просто Стив не сказал, перешел на Темиртау, любимый. Но дело в том, что казахи заявили, то есть вот местные сказали, нам только российских тренеров, потому что казахских в Казахстане у нас нет нормальных тренеров по менеджменту. Вот, поэтому мы летаем в Казахстан. Да, там первый раз, когда прилетели со Стивом, первый раз я там провел 3 недели. Да, вот, нет, 4 даже, по-моему, или 6. For the first time, for how many weeks I stayed there, don't you remember? It was about 4 weeks, wasn't it? 4 weeks, yeah. Да, 4 недели. Yeah. Ну, потом там заезжал на 2 недели и так далее, так что все свои. Yeah. Вот. But I think you ought to show that you have a true Kazakh features. Но в Казахстане я бывал раньше, и я научился делать казахское лицо. И казахи подтвердили, что на казахском лицо. Сейчас попробую сделать. Но оно лучше делается вечером, почему так? Утром как-то я так говорю. Вот. Но сейчас я работаю там и тоже с партнерами, с белорусами. И меня научили делать белорусское лицо. Обращайтесь. Также я умею делать женские армянские глаза, но это потом. Okay. When Mittal acquired the facilities in TMA, they had to literally take over
the whole town in terms of their responsibilities. So they actually run the hotel, one of the major hotels in the town, they run the sports stadium, everything. И там на этот завод все завязано. Их собственный отель, по факту, в котором мы жили, вот этот вот, там собственный стадион, в общем, все это завод, Каргандинский бывший металлургический комбинат. We also deliver training into Ukraine. Также мы делаем тренинги на Украине. And the main steel plant that ArcelorMittal own in Ukraine is at Kryvyi Rog. Основной завод находится в Кривом Роге, металлургический комбинат. So we also have Ukrainian trainers as well delivering. У нас также есть украинские тренеры, но они работают на русском. But in terms of the scale of the size of the workforce, we've got nearly 100,000 workers. How many? 90,000. It's yes, that's right. It's 46 and just under 50. В общем, вот Украина, Казахстан это примерно 90 тысяч сотрудников, которых надо обучать. So within the global organization, it represents about a third of the workforce. То есть это вот получается глобальная организация даже на уровне России, СНГ. And this is it's not so bright this picture. This is Kryvyi Rog. Это Кривой Рог. I believe atmosphere there is much worse than in Тимиртау. Yes, yeah. Я говорю, наверное, там воздух гораздо хуже в Кривом Роге, чем в Тимиртау. But you can see there again just a few pictures of the of Kryvyi Rog. Это Кривой Рог. The ore mines. Это старые шахты. And again, a long industrial heritage. There's a tremendous pride in the workers at the plant. И давние наследства, индустриальные традиции, и рабочие очень гордятся тем, что они работают там заводом. In terms of our own team, we have a number of trainers delivering. So Igor Biedny, Это who's in наши Kiev. тренеры, Игорь Бедный из Киева. Фамилия Yeah, его. not poor man. He's not a poor man. Он не бедный, он просто бедный. And Denis Puchovsky and also Grigory Ogyebin. Григорий Огибин, Денис, Санкт-Петербург, да? из Санкт-Петербурга. Jana Pavleka, she is actually based in UK. Жанна Беннет, которая мне звонила, она вообще в Лондоне работает, но в Великобритании. So she is our Russian-speaking coordinator for. Она наш русский координатор, сама с Украины. Who's this? Кто это? Vitaly Chuba Виталий Чуба and also Victoria Spashchenko. и Виктория Спащина, тоже с Украины. And we ran our own trainer program in Kiev. Вот в Киеве у нас проходила программа обучения тренеров. Because one of the things we have to produce is very consistent understanding and delivery of the training. Потому что то, что для нас очень важно, это согласованность проведения всех тренингов, чтобы они были в одном ключе. So everybody is an experienced trainer in their own right. И каждый из них опытный тренер. And this really is the opportunity to get to know the business and understand the business structure better. И это и опыт понять лучше структуру бизнеса. И там можно, будет Стив потом говорить, но вот, чтобы команда работала, одна из идей виртуальных команд, чтобы познакомиться лично. Да, и поэтому TMA устраивает такие сходки там, по делу, но когда ты видишь реального человека, когда ты пьешь с ним горилку, то ты понимаешь, что письмо тебе приходит не от какого-то там абстракции, а от конкретного Виталия, от конкретной Виктории, от кого-то. Ну, естественно, передача информации, взаимопонимания становится лучше и повышается. То есть в этом смысле TMA жуткие молодцы, потому что не жалеют сил и денег. Там, ну, ничего специфического, но вот такого комфорта с точки зрения общения, взаимодействия я также не встречал ни в одной команде, то есть ни в одной из западных команд. Причем, вот кроме хорошего заработка, там роуминг, если у меня возникли проблемы с роумингом, я там трачу много денег в Казахстане, но в силу того, что там Wi-Fi не было в гостинице, окей, нет проблем, роуминг не оплачивается. Да? Не говоря уже о том, что там всякие ужины и так далее, какие-то вещи, которые происходят вместе с командой.
Да, то есть вот идет такая личностная работа. Но и здесь вот в центре разработчик тренингов, вот рядом со мной стоит девушка, как вы думаете, откуда она? Ну, нет, если менеджмент английский, а тренеры русские, ну то есть все лучшее берется, украинский, то разработчик тренингов откуда? США. Из Германии. В середине. Yes. Ah, yes. Okay. One thing that is really very important is to be able to experience the work environment that the steel managers are managing in. И очень важно, когда ты работаешь с этими людьми в тренинге, ощутить, в каком окружении они существуют, вот откуда они, не просто участники, а вот их жизнь. So part of the training is going into the steel mills, and if anybody thinks that steel making is a very unsophisticated, you know, bashing metal. И многие участники, они со сталелитейного предприятия. Если кто-то думает, что битье стали это вот что-то такое примитивное, оно связано там, с какой-то грубой физической работой. It's a highly sophisticated, mathematically complex production system. То это не так. Это очень такая изысканная, изощренная, умственно интеллектуальная система производства. All the managers that we're working with have got exceptionally good analytical, mathematical skills. У всех менеджеров, с которыми мы работаем, такие хорошие математические навыки аналитические. Also, there's a requirement to have a look at in the mining parts of the business as well. Вот, а это уже представлены шахтеры, это угольная часть бизнеса. And one of the questions that often the managers in the coal division are asking И тот вопрос, который очень часто задают менеджеры из угольного подразделения, is what's the point of being part of a global company? а что такое вот быть частью, вообще с какой стати быть частью глобальной компании? The coal is here. Уголь здесь. So why? I mean, why do we need to be part of a global business? Зачем нам быть частью глобальной компании, бизнеса? But we need to marry this with quite a serious issue, Но мы должны вот справиться с этим сложным вопросом и состыковать. which is to do with health and safety. И там очень много вопросов, которые касающиеся здоровья и безопасности. Because mining is a dangerous activity. Потому что угольные разработки, добыча угля – это такая опасная деятельность. And tragically, И, к сожалению, hundreds, if not thousands of miners, not in ArcelorMittal, сотни, тысячи шахтеров, не обязательно только в ArcelorMittal, die in mining accidents each year. каждый год попадают в какие-то несчастные случаи. So one of the most important things is to make sure И то, что очень важно, это убедиться, that there are world-class standards что мировые стандарты безопасности of health and safety in the mining activities of the business. и здоровье в угольном бизнесе поддерживаются. So one of the benefits of being in a global business is that you can actually take mining managers И преимущество глобальности бизнеса угольного в том, что ты можешь взять менеджера с одного предприятия, to observe and import best practice from other countries. послать его на какие-то другие предприятия, там, чтобы он увидел вот лучшие практики, лучшие средства для поддержания здоровья и защиты. And that opens the mind. И это ум раскрывается. I do apologize, this is me in my underwear. И извините, это я в подштаниках. But part of the job also means that we need to go down into the mines as well. Но часть нашей работы была и в том, что нам пришлось спуститься в шахту. So this is the underclothing beneath the fireproof suits. Вот это понятно, кальсоны и это, у них там нет дикари, так, обычная армейская одежда, но это вот то, что на всех нас, вот под теми костюмчиками. Сейчас нету, не рассматривайте. But part of the challenge is to experience the very tough working conditions that the miners are subjected to.
И если вот мы работаем с этими людьми, то мы должны побыть хоть как-то в их шкуре и прожить это, и посмотреть, откуда они, где они. They're very proud people, and Они очень горды своей работой. one of the good things, at least for us, И, по крайней мере, что хорошо для нас было, was that we had a traditional Kazakh meal to celebrate at the end of the shift. в общем, когда нас все-таки оттуда подняли, то мы это отмечали такой традиционной казахской едой. But if you're going to change health and safety standards and mentality, Но если ты хочешь изменить склад ума менеджеров, состояние уровня безопасности их работы, it is more than just investing in equipment. то недостаточно просто вкладывать деньги в оборудование. It is about changing the culture of the workforce Необходимо изменять культуру их работы, so that people can speak up чтобы люди могли говорить, высказываться, when they feel something is dangerous. когда они чувствуют, что в чем-то есть где-то опасность, They can talk about it. чтобы они могли это обсуждать. So health and safety is everybody's responsibility. Здоровье и безопасность, оно находится под ответственностью каждого. And if we're going to deliver training on leadership, И если мы собираемся проводить тренинг по лидерству, например, then we have to understand the circumstances in which the mining units are working. то мы должны понимать те условия, в которых работают менеджеры угольного подразделения. What's also interesting is that there are a large number of Indian managers Еще что интересно, там же полно индусов, менеджеров, who are technical specialists working at these plants. которые на этих предприятиях работают как технические специалисты. So if you think about the cultural challenges, we have Kazakh culture, И вот подумайте, у нас казахская культура, but it's more ethnic Russian in northern Kazakhstan. но на северном Казахстане она такая с северным привкусом русским. We've got Indian culture. У нас есть индийская культура. We also have then what you might call an Anglo-American culture, the influence, if you like, of the wider business. Такая вот англо-американская культура международного бизнеса. So one of the real challenges to integrate these different value systems about what good management means, good leadership means. И везде свои ценности, и вот надо как-то это все синтегрировать, чтобы появилось общее понимание, что такое хорошее лидерство, что такое настоящий менеджмент. And that is a characteristic of much discussion in the classrooms. И вот это то, что очень много приходится обсуждать в учебных аудиториях. So just the final part then on this particular case study. И вот, завершая описание нашей работы с ArcelorMittal, этого конкретного случая, What are the main challenges that we have to manage? The first one is why be global? What is the point of being global? с чем нам приходится сталкиваться, те вызовы, которые нам бросают. Это первый вопрос, сопротивление изменения. Зачем быть глобальным? Because often people say, I don't want to be globally minded. Люди часто говорят, да не хочу думать вообще об этих глобальных вещах. I'm quite happy to just work where I am, without interference. Мне вполне неплохо вот там, где я сейчас существую, и не надо лезть ко мне. So part of the mission is to explain the benefits and the advantages of being in a wider organization. Часть нашей миссии состоит в том, чтобы объяснить преимущества и те блага, которые получают менеджеры, работая в глобальной организации. Another challenge is branding. Другой вызов – бренд. Different brand values have a different meaning in different places around the world. Разные ценности бренда в разных частях мира, в разных культурах звучат и означают разные. What leadership means in one country То, что под лидерством подразумевается в одной стране, is maybe different in another. другой может быть совершенно другим. Generically, leadership might mean the same thing. А вот так вот в самом как бы так истоке лидерство, оно везде вроде одинаковое. But how leadership actually is applied, how it takes place, is often different. Но как оно на практике проявляется, это уже разные вещи. Another challenge is keeping consistency
of training across all the geographies. Другой момент. Как соблюсти вот эту единство тренинга во всех многообразиях культур? So these challenges apply throughout the world. Во всем мире. But also there are some regional specific issues, perhaps. И это такие вызовы всего мира. Но есть еще региональные штуки. For me, the most interesting one is about the perception of what leadership means. Для меня, например, самое интересное было то, как воспринимают лидерство в разных странах, в регионах. In my culture, we tend to say that leadership is a life choice that you make. It's an individual choice you В make. нашей стране мы говорим, что лидерство – это выбор каждого человека, это жизненный выбор. It's not a position that you hold in a company. Это не позиция, которую ты занимаешь в компании. It's not your job title. Это не твоя должность. In other words, anybody can lead Каждый может. if they are given the right skills and tools. Если у тебя есть навыки, если у тебя есть инструменты. But the culture often in not just ArcelorMittal, but in many companies, we found in Russia, in Ukraine, maybe Kazakhstan, is that there is a different perception of what leadership means. Но во многих странах совершенно, и это не обязательно только в ArcelorMittal, но в Казахстане, в Украине, России, совершенно другое восприятие лидерства может быть. There are linguistic challenges that when we talk about performance management, did you mention? Yeah. Есть лингвистические, but just Yeah. explain. Есть лингвистические особенности, например, performance management. Performance management does not translate easily into Russian. И это не As a так просто concept. перевести как концепт. Как концепт это не так просто перевести на русский язык. Because it translates literally as efficiency management. Вот даже книжки сейчас продаются, там это переводится как менеджмент эффективности. But that is not what the company mean by performance management. Но это совсем не то, что компания подразумевает под performance management. The company describes performance management as being management by objectives. Эта компания подразумевает под этим управление по целям. That's being effective. И это вот быть эффективным. But it's much more than that. It's about having a vision for yourself to be effective into the future. So it's not just about being efficient, it's about being effective. Но это вот эффективность, эффектность и еще иметь видение того, как быть дальше в будущем также эффективным и результативным. То есть это смесь эффективности, результативности и чего угодно. So the challenge is И вызов в том, to get an equivalent understanding of a company-wide initiative. чтобы найти одинаковое, единое понимание инициатив, которые компания вводит по всему миру. Another challenge is what we call the generational divide. Разделенность плюс вызов разделенности поколенческой. That many people holding positions of influence Многие люди, которые занимают влиятельные позиции сейчас, are maybe 50, 60 years old, они 50-60-летние. but we've got younger managers who are intellectually very bright, very clever. А есть молодые менеджеры, которые интеллектуально очень умные, очень там свежие мозги гораздо более, чем у старых производственников. They're on the internet every day, Они залезают в интернет каждый день, talking to everybody around the world, разговаривают со всем миром. and they want to get their ideas into. Они хотят The workplace. внедрять свои идеи на рабочих местах, But there's maybe a resistance но могут встречать сопротивление to the enthusiasm of young people, sometimes too. своему энтузиазму молодых. And part of the challenge that we have is that we want to create a culture of coaching in the business. А еще один вызов. Мы хотим создать культуру коучинга в бизнесе. So not just telling you what to do, Не просто говорить, что надо делать, but getting you to think how you might approach what you do. а побудить другого подумать о том, как это сделать. More dialogue Больше диалога. about how jobs could be improved and about how they can be made more effective.
а как сделать работу более эффективной, как ее улучшить. But that, as a culture, does not really sit comfortably in the organization. Но во многих культурах, многих организаций с этим не очень комфортно. The other challenge also is the fact that people without any question at all, People without... without doubt, И еще один вызов. Очень часто люди не задают вопросы, они ни в чем не сомневаются. they work very, very hard. Они работают очень так вот тяжело, напряженно, The commitment, the dedication, the passion, со страстью, с вовлеченностью, посвящая себя своей работе. you would never question it. They work very, very hard. Можете не сомневаться, они работают очень напряженно. But the real question is, are you working the right way? Но то ли они делают, что надо. Maybe thinking differently Может быть, если чуть-чуть по-другому подумать, will create better results. то мы результаты получше получим. But sometimes there is a resistance to change Но часто встречается сопротивление изменению. because everything is very neatly, Потому что все так вот оно ясно. this is how you do the job. Вот A, B, C, D. A, B, C. четко, раз, два, три, как и надо делать работу. But globalization Но глобализация sometimes means A, D, C, F, иногда подразумевает 1, 5, 2, 3, 8, 7. new ideas, and this disrupts conformity. Новые идеи, которые разрушают вот это вот привычный ход дела. So, to date, the training has been very successful. То, что мы делаем для ArcelorMittal, мы делаем очень успешно. The head of the leadership and development function Менеджер, топ-менеджер, отвечающий за развитие лидерских и менеджерских функций, audits the work that we do. We've had a 97% satisfaction rate. Естественно, аудирует и смотрит результаты нашей работы и отзывов. И I can read it. И он сказал, что более 10 тысяч участников программ по менеджменту из общей численности около 30 тысяч менеджеров – это свидетельство реальной ценности для университета. Более того, отзывы участников учебных программ говорят об их удовлетворенности на уровне 97%. So we're very pleased that figure is high. И мы очень довольны тем, что получаем такую высокую оценку, такой высокий процент. But we believe the figure is high because of the culture in TMA World. Но мы думаем также, что нам удается достигать таких высоких результатов из-за нашей корпоративной культуры TMA World. Because we have to trust people. Нам приходится доверять нашим людям. That we don't often have physical contact with. Мы редко контактируем физически вот так вот. To do a good job. Для того, чтобы... Но нам приходится доверять, и чтобы делать хорошую работу, чтобы хорошую работу делать. Maybe I see Mikhail physically. Может быть, я вижу Михаила вот так вот физически. 3 or 4 days in a year. 3 или 4 дня в году. The rest of the time is on the internet, Skype, mobile phone. Все остальное время только телефон, интернет, скайп. So the next part of what we're going to do in the presentation is to look at the theoretical application of leading and managing global teams. И следующая часть, maybe after break, Yes, I was going to say, but I was going to. Okay. И следующая часть, которой мы займемся, это уже вот теоретическое осмысление, как мы это делаем, в частности, изложено в этой книжке. Before we take a quick break, any questions generally on the case study that? Yeah. Да, и вопросы перед тем, как мы перерывчик сделаем, наверное. Вот у меня вопрос. Ну вот доверие, да, а как-то оцениваются тренеры или вообще нет? Trust is a good thing, but do you evaluate your trainers? Sorry, do you evaluate your trainers? evaluate? Yes.
every program Каждая программа is evaluated with around 18 different evaluation points. оценивается по примерно 19 шкалам. And it's very transparent И они очень ясные и четкие. because all the evaluations are placed on the website. И все оценки потом выставляются, оценки участниками выставляются на веб-сайте. So within a week of a training being delivered in maybe Indonesia or Brazil, В течение недели, например, тренинг прошел в Индонезии или в Бразилии, через неделю everybody in the team любой в команде could see может увидеть, how a trainer has done. как он был проведен, что, как оценили участники. Я не знала, And if it's bad, If it's bad, there may be a range of different reasons. если плохо, то там могут быть разные причины. Because sometimes we are delivering training that confronts. Иногда мы проводим тренинг, который противоречит. The comfort zone. Он противоречит тому, что думают участники, он нарушает их комфортную зону. And we need to take into account И мы должны принимать это во внимание. the prevailing culture. Культуру. But anyway, 97% satisfaction. Но, тем не менее, ну такое, наверное, бывает, что он плохо проведет. Но вот 10 тысяч участников, 97%, то есть это по всем шкалам. Не, да, нет. I think also it's quite interesting to say that statistically, because steel is a very analytical, it requires a lot of analysis to make different types of steel. The culture of their business is very analytical. И статистически интересно, что так как все-таки производство стали достаточно интеллектуальным, там аналитические способности нужны, и их подход достаточно аналитичен. And they apply the same degree of analysis Они также вот начинают мудрствовать в оценках. to all the training that takes place as well. Yeah. Вот, то есть думать там, достаточно ли хорошо, или хорошо. So as we say, there is no place to hide. Так что есть куда развиваться. Существует ли какая-то объективная оценка отзывов участников? Это все хорошо, но я по опыту знаю, что даже по результатам тренинга участники могут написать очень положительные отзывы. Потому что им не хочется тренера обижать. Руководство организовало это зачем-то, да? Значит, Yeah, but feedbacks are very good. But are there any objectives evaluation? Because sometimes participants give good feedback only because they're pleased with the trainer or because they were sent to the training and so on. Да, а существует ли какая-то объективная оценка, типа больше выплавили стали, или больше ее продали самой стали, или придумали какую-нибудь там новую технологию, Is there any objective evaluation, for example, new technologies or more steel was sold or more steel was made? The primary objective is to, over maybe a 5 to 8 year period, create a more unified culture. Цель, на которую мы работаем, это за 5-9 лет создать такую объединенную общую культуру в компании. So you have to have a long-term vision Это долгосрочное видение, for the purpose of the training. как цель тренинга. At one level, you could say if you're running a program on decision-making skills, С одной стороны, вы можете сказать, если вы проводите тренинг по навыкам принятия решений, which is a core competency, это то, что относится к ключевым компетенциям. you want to see measured improvement Вы хотите увидеть измеряемые улучшения from people that have been on that program. у людей, которые посетили этот тренинг. That is a tactical measure. Это будет тактическое измерение. But we're dealing with a business that has got 30,000 managers. Но мы имеем дело с бизнесом, в котором 30 тысяч менеджеров. So we also need to have a strategic
perspective as well. Поэтому мы должны иметь в виду и стратегическую перспективу. And part of that is to create a more unified engagement in the business. И наша основная задача – это создание объединенного такого, объединенной вовлеченности в бизнес. So, for example, regardless of geography, Например, вне зависимости от географии, is performance being managed the same way in Indonesia, in Brazil, in Ukraine? результативность, эффективность, перформанс опять не переведешь. То есть качество бизнеса должно измеряться одинаково везде. When you look at getting the best talent, Если вы посмотрите, например, на наиболее талантливых менеджеров, do we have the language, the mindset, the frameworks то есть ли у нас общий язык, общий подход ментальный, to identify good performers and bring them into positions of influence in the business? чтобы таких талантов вытаскивать, находить и выдвигать дальше? So these are strategic objectives which take longer. Поэтому это стратегический подход, который требует просто большего времени. But all training Но все тренинги, is linked to individual performance plans. они привязаны к индивидуальным планам развития своей результативности и выполнения задач. So it's not there for interest, Это не просто так вот для удовольствия, it's there because people need to get the skills to perform. а это для того, чтобы они получали навыки, которые нужны будут им для выполнения своих задач. In some countries, training, everybody loves it. В некоторых странах тренинга балдеют, In some countries, people are very suspicious of it. в некоторых странах к нему относятся подозрительно, And in some countries, people don't think they need it. а в некоторых думают, что он им вообще не нужен. A lot of it is depending where you are. Все зависит от того, откуда. В каких странах не любят тренинги? In what countries they don't like training? Often in Western Europe. Часто в Восточной Европе, в Западной Европе. Yeah, you know, maybe. Считаешь, что не нужно? Why? Because often the heritage is that they've come from a very sophisticated production background. Потому что, мы говорим опять же об Арселоре, да? Потому что они часто пришли с таким опытом умственным, там, исследовательским. And the feeling is maybe there's nothing more to learn. И у них есть ощущение, что они уже всему научились и больше учиться им не надо. So the other thing is that when you bring together large businesses, Еще что, когда вы вместе соединяете большие бизнесы, то есть Mittal Steel и Arcelor, if I say Arcelor had very sophisticated products, то в Асло там очень такой сложный продукт. but they weren't very global. Но они хотят разрастаться глобально, Mittal was very global, а Mittal в то же время такой супер глобальный, but not very sophisticated products. но не очень сложные продукты изощренные. You get different attitudes to maybe the messages that the business wants to transmit. И совершенно разные у них отношения, каким должен быть бизнес. Если отвечать на вопрос, то, вот как Стив и говорил, большая часть тренинга направлена на то, чтобы создать общую культуру. Поэтому формально это не замеряется, но реально, то есть большее количество людей, которые начинают использовать то, что можно назвать управление по целям. Они понимают, что это такое. Они начинают говорить там на своем языке, то есть на одном языке. То есть очевидно, если реально те тренинги, которые мы проводим, их нельзя назвать там супер навыковыми. Это скорее направить человека, а дальше он будет добирать. Да, то есть он такой мотивационно-познавательный, экспериментальный. Да, его задача создать общую культуру. There is one point I want to make about steel targets and steel production generally. I don't think
would have been possible to predict the degree of catastrophe. И потом, я думаю, если говорить о производстве, то вряд ли можно было бы предсказать уровень падения, катастрофы That has hit the whole steel industry. во всей сталелитейной промышленности. Because we've seen a 90% drop, for example, in the commissioning of infrastructure projects, which are very steel dependent, within about 3 months between around, I think it was July through to mid-October. Projects all around the world were put on hold. За 3 месяца, с июля по октябрь, на 90%. And unfortunately, the training doesn't make a difference. И тренинг здесь не поможет. But it influenced and brought to this decrease, I believe. That was how it works. So it's measurable. Можно? Значит, вот по поводу как раз объективных показателей, хороший тренинг или нет. Миш, вот случай был такой, значит... There was a case that... берут и посылают водителей скорой помощи, по-моему, в Голландии. In Holland, they take an emergency ambulance driver and sent to... На тренинг по безопасному вождению, по экстремальному вождению. To a training on extreme driving. Они думают, что сделают это безопасным, вождение скорой помощи. And safety driving, and they thought that they would make driving more safe. Да, проводят, и оказывается, что количество ДТП увеличивается. But the number of crashes and all the problems just increase. То есть человек просто чувствует уверенность, как за рулем. Тут можно перенести, так сказать, тоже на менеджера. A driver feel himself safe and he's very sure in what he's doing. И когда менеджер управляет, можно, так сказать, предугадать, что он может потерять бдительность, потому что он суперпрофессионал. Еще раз мысль. Он может потерять бдительность, в нужный момент не принять стратегическое решение, думая, что он профессионал в этом вопросе. После пройдя тренинг. After training, sometimes people to be too self как это? Не, самоуверенные. Да. Не помнишь? Self-confident? Too self-confident, Yes. and sometimes don't make right decisions, strategic decisions, because they think that we are professionals. Yeah. Yeah. А по поводу Миттала, к нам в высшую школу экономики, я там преподаю, приходили в кейс-клуб и решали кейс относительно, что делать Митталу в кризис. У нас там давали талмуды, 50 страниц с Митталом. In high school of economics, where I teach, they came to us and give lots of paper with ArcelorMittal case, what to do in crisis. И мы решали, как с этим падением бороться. Мы придумали там производство новых, значит, каких-то вещей, которые раньше производились из других материалов, мы их будем производить из стали, там, например, стальные там. Стальная мебель в квартире, стальные там стены, в общем, обои стальные, моющиеся developed several decisions, for example, to do some things from steel which were not made of steel, for example, doors or something like that. В общем, у нас была целая команда с 5 человек, мы написали ему обратно такой же талмуд антикризисного решения. And 5 people of us wrote a big book of anti-crisis ways. It's quite interesting actually. ArcelorMittal, when the financial crisis came, когда наступил финансовый кризис, ArcelorMittal, это интересно, they were very aggressive in cutting costs. Они очень агрессивно стали снижать издержки. The belief amongst the industry analysts now И было убеждение, is that they are in a better position to recover, что есть убеждение, что они находятся в лучшей позиции для того, чтобы восстановиться, than their competitors, чем конкуренты, who have taken longer to
see what is happening. Которые долго озирались и смотрели, что же происходит. But at the time, they were very, very unpopular for being so aggressive with the cost cutting. Но в то время, когда они агрессивно снижали издержки, они так вот, их репутация, они не были популярны. Да. But I think it's also an Indian mentality, Но actually. я думаю, это также связано и с Индийскими ментальностью корнями. индийской. Митл, как его зовут? Митл. Yeah, Лакши. yeah. But that's my personal, No, sort of observation. Yeah. Ну, в общем, много вопросов. Может, после перерыва, как лучше, или сейчас? Можно сейчас начать, по крайней мере. Хорошо. Ну, вот, Too many questions, but I will ask. ну, ArcelorMittal, он на самом деле вообще славился непопулярными мерами еще до слияния, да? Вот в прессе даже была информация, я насколько знаю, что у Arcelor были некоторые проблемы еще финансовые, им нужен, в принципе, достаточно срочно был партнер, Северсталью они российские не договорились. Вот все-таки интересно, с точки зрения корпоративной культуры, явилось ли это неким насаждением такой более жесткой предпринимательской культуры Mittal Steel, да, для компании Arcelor? ArcelorMittal was popular with his unpopular measures long before Arcelor Yes. emerging. And Arcelor for a long time was looking at a rich partner. For example, with Severstal. Severstal, yes indeed, yes indeed, yeah. But finally, they merged with Mittal. Was there any changes in Arcelor due to Mittal policy and tough? Yes, there was. There was a lot of resentment. Да, было много сопротивления, сильное сопротивление. Увольнений. Yeah, yeah. In Arcelor, В Арселоре. the feeling was they had been taken over Такое ощущение, что их вот by an Indian company. и что у них там мир кончился, когда их купила индийская компания. But Mittal is not Indian, truly. Но в реальности Mittal не индус в этом He смысле. hasn't lived in India for 20 years. Он уже 20 лет не живет в Индии. He's very global Он очень такой глобальный. in his mentality. He's lived in Indonesia, Он в Индонезии жил, out in the Caribbean. в So Карибах. he views the world, I think, differently in that respect. В этом смысле он по-другому смотрит на мир, чем индус. But before the financial crisis, Но до финансового кризиса a lot of the negative views было очень много негативных взглядов in Arcelor в Арселоре. were disappearing И эти взгляды стали потихонечку уходить, исчезать. because the business is doing very well. Потому что бизнес хорошо пошел. The problem is that the scale of the financial crisis Фишка в том, что уровень финансового кризиса, is bigger он гораздо больше, than the design of the business чем структура бизнеса. to be able to cope with. Чем структура бизнеса, которая не может с ним справиться. That the industrial logic is by being bigger and broader, you reduce volatility. Индустриальная логика в том, что если ты шире, больше, то ты сможешь справиться с этими падениями, взлетом бизнеса. You can cope with maybe 30% fall in the demand for steel. И если, например, говорить о сталелитейной промышленности, то там падение в 30% для тебя ничего, ты справишься. But maybe 70%, oof. Но вот уже 70 это проблема. And we've seen in Russia, of course, with companies like Severstal, MMK, similar problems. И то же самое встречается, с тем же самым встретились в Северстале, ММК в России. I don't think any corporate culture could cope with the current Ни job. одна корпоративная культура с этим не справится. И более того, у меня сложилось впечатление, что I believe that all this stuff of about corporate culture was taken by Mittal from Arcelor.
Is it so? To a point, to a point. Mittal recruited in brand builders before merging with Arcelor. So there was a strong drive to create a more global culture within Mittal. But he was going to buy Arcelor. Yeah. Before merging, he Yes. hired a brand. Yes. But I believe, am I wrong, that all the stuff about performance management and so on was developed, was in Arcelor, Yes, but not in But not in Mittal, correct. Yeah. Yeah. И здесь даже наоборот произошло, я просто подтвердил, у меня было такое впечатление, даже наоборот произошло, вот вся эта фигня с управлением по целям и многое другое, в хорошем смысле фигня, в Arcelor уже существовало. И то есть в этом плане это влияние Arcelor на Mittal, что стали вводить. И вот Стив сказал, что Mittal еще до слияния знает, что он будет покупать. Он нанял специалистов по созданию бренда с тем, чтобы вот это произошло. То есть Arcelor, может быть, с точки зрения корпоративной культуры, даже больше повлиял на Mittal, чем Mittal на Arcelor. And the university was an Arcelor heritage in Luxembourg. И вот университет в Люксембурге – это наследие Arcelor. Когда они стали издержки сокращать, они не сократили, в первую очередь, издержки, затраты на образование? When they started cutting costs, did they started with education? No, they didn't actually. They, Why? I think they felt that the importance of building a unified identity in the business was more important than, for example, you needed to cut the steel inventory, the steel stocks. So it was economically more efficient and more important to cut surplus steel stocks in a falling demand for steel rather than cutting education, because cutting education sends the wrong message to the workforce. Практически нет, потому что гораздо важнее там, сократить запасы стали в кризис, чем сокращать обучение, потому что это будет плохие сигналы для сотрудников. Сейчас пришла разнарядка. Сейчас договорим. Yeah, but having said that, education has been cut. I mean, every department, every function has to make cost savings everywhere. So it's not that you stop training, but you cut training and you target training more specifically rather than generally. Но, естественно, как и все остальное, это было сокращено, но не уничтожено в каждом департаменте, но просто тренинг был более такой проводится точечный. And more e-learning. A lot more e-learning. И гораздо больше было переведено на уровень электронного обучения через интернет. And by the way, that's true. We found of lots of businesses, not just ArcelorMittal. I mean, Hewlett Packard, one of our major clients, they have stopped all classroom training. И многие других Hewlett Packard тоже они прекратили тренинги в аудитории. But they increased online virtual training. Но они увеличили количество виртуальных. Есть ли вопросы по ArcelorMittal, вот по этому кейсу? Вопросы? Да, вот интересно тактически, как реализовывался проект, но если, например, вот взять один год, да, один завод, и с какой частотой, я насколько понимаю, что 10 тренингов было разных, да, тематических? 10 в запасе, а на каждом конкретном заводе там выбиралось, что проводить. Ну, каких-нибудь наших братьев меньших, вот Казахстана, Украины, если смотреть, может быть, один из примеров, ну, просто вот тактически, как вот реализовывался проект. В чем вопрос про тактические? Ну, в течение года, то есть как распределялись там усилия тренера, то есть там, как формировались рабочие группы, вот эти моменты. И еще второй есть момент, какие элементы посттренинга осуществляются, то есть тренер посмотрел анкету, там 97% клал, там, да, где-то 98%, а все-таки что еще делается? Может быть, какой-то форум там закрытый, да, для поддержки, что-то еще, как, например, запрашиваются потребности на следующий тренинг, если они запрашиваются. About a question about intensity of training in Kazakhstan, for example, I will just answer. Ну вот в прошлом году я работал с Казахстаном,
там первое, как группы формировались, у них учебный центр, они просто формировали группы. Они, опять же, с университетом согласованно посылали кого-то и заказывали определенные тренинги. Я сейчас не вспомню, сколько это было, но первый раз это там на 4 недели, потом я на 3 выезжал, потом на 2. Мы выезжали, по-моему, на 3 недели вместе с Игорем Бедным. Там, определял сам завод, само предприятие по согласованию. Какие-то тренинги были двухдневные, какие-то тренинги были однодневные. То есть вот это были тренинги, но опять же темы, у них там свои планы, это принятие решений, это адаптивное лидерство. То есть вот это все шло от них практически по заказу. Нами была предложена программа Emerging Markets Leaders, лидеры развивающихся рынков, но она вот была приторможена. Да? То есть, опять же, был запрос в центре, мы разработали эту программу, но она была приторможена. Про follow-up, по-моему, там ничего не было у них. Did they do follow-up, for example, in Kazakhstan or in other countries? Follow-up. Follow-up after training. Yeah, there is always a follow-up, maybe about 4 to 6 months later, because the training is targeted at certain audience groups. So the way it's followed up is through the individual development plan of each manager. Follow-up проходил как следующий тренинг для такого же человека, но уже там с учетом того, что он прошел, но по другой теме. So, for example, in the performance management system, например, в системе управления задачами, вот это вот управление, that system does two things. One directs each individual to certain types of training. С одной стороны, в этой системе мы направляем каждого на определенные тренинги. And secondly, looks at their ability, to improve over a period of maybe 6 months, 9 months, 1 year. Но с другой стороны, смотрим, насколько он способен там что-то улучшить у себя там в течение 6 месяцев, 9 месяцев, года. And training will be part И тренинг – это часть of what has happened. So, for example, if we are looking at improving a particular skill set, a training day is 1 day, but there will be other things that we have to look for. On-the-job training, maybe a job share, job rotation. So it's not just looking at the training, it's looking at a whole range of other measures or interventions that develop the competence in the individual performance plan. В Казахстане это не очень развито еще, там вот они самые дикие в этом плане. Но в целом в университете существует целая система, когда в рамках управления по целям ставится развитие какого-то навыка, опыта, и там существует масса вещей. То есть там есть в электронном виде можно пообучаться, там обучение на рабочем месте включено, там группы создаются, обучение. То есть это у них да. То есть это просто система обучения. Это не сложно сказать follow-up, но, скажем так, тренинг, 1 день или 2 дня тренинга – это кусочек. Но, разумеется, все зависит от непосредственного руководителя, который вот обсудил, что надо развивать именно эту компетенцию. But I should just say that in Kazakhstan, performance management, of which training is a part, is relatively new. Вот, например, управление по целям, там, performance management, это вот в новинку было в Казахстане. But if you go to, say, Canada, or South Africa, or Brazil, но в Канаде, в Южной Африке, в Бразилии, they have a more sophisticated system у них более такая изощренная система, than Kazakhstan. чем в Казахстане. Предлагаю перерыв. Последний вопрос. Да. Кто координирует исполнение вот этого индивидуального плана развития, его составление? Это люди из TMA или это... Нет. Did the performance management plan, who coordinates? Are people from TMA or... No. Performance management is a company, it's ArcelorMittal. Это дело ArcelorMittal. But we are, if you like, the agents, the change agents. А мы агенты изменений. For the work in that sense. Because they do not have the people. У них просто нет людей. They do not want to employ us. Они не хотят нас нанимать. Yeah.
So we model, we have the same model in our business that they have in theirs in that sense. То есть в этом смысле, так же как меня не нанимают на постоянную работу в TMA, также ArcelorMittal не нанимают там людей TMA на постоянную, та же самая модель. Well, the final part then is just really to talk about some of the ideas described in this book, which is В этой called книге изложены некоторые идеи, о которых я буду говорить. Where in the World is My Team? Где, черт побери, в мире моя команда? It's written by Terry Brake, Она написана Терри Брейком, who is TMA's American head of operations. кто возглавляет всю деятельность TMA в Америке. And it's specifically focused on Она очень точно сконцентрирована what is it that I need to think and do на том, о чем я должен думать и что я должен делать, to lead чтобы руководить работой a geographically dispersed team. команды, которая географически разбросана. Because it's not just about having the technology, Потому что это не вопрос технологии, it's about having the leadership mentality это вопрос лидерского мышления, to compel people соединить людей, to work with you. работать с ними. Because everybody has got lots of distractions Потому что у каждого куча отвлечений on the internet. в интернете, например. And what I would just say here is we're going to look at, therefore, what I call global collaboration. Посмотрим на то, что мы называем глобальным взаимодействием. And I'll just put this slide up again, И вот этот слайд снова. because of course we have a very widely distributed team working in different time zones. Потому что наша команда разбросана по всему миру в разных часовых поясах. There are three barriers that we say prevent collaboration from happening easily. Есть три основных барьера, которые мешают взаимодействию. And these barriers are amplified, they're made bigger И они делают эту разобщенность больше. by different time zones. И этому еще им способствуют различные часовые зоны пояса, And also different cultures. различные культуры. But the three primary barriers we classify are, number one, isolation. И номер один, основной, это изоляция. When you're on your own Когда ты сам по себе, and you've got a job to do, а тебе нужно выполнить работу, it can often seem much harder or a much bigger job ты часто видишь большую работу. than maybe when we are sitting together collaboratively face to face. Ты не видишь в общий объем, когда по сравнению с тем, когда мы сидим вместе. So isolation is one barrier that we have to help reduce. Изоляция – это то, что нам нужно уменьшить. Another barrier is fragmentation. Следующее – это фрагментация. For example, our Russian-speaking delivery team Наша команда, которая делает тренинги на русском языке, could могла бы work very, very independently работать очень независимо. because everything is easy to do if you just speak Russian. Потому что все очень просто так делать, если ты там говоришь по-русски, делаешь по-русски. And we want that to happen to a point То, что мы хотим, чтобы произошло, because people need the freedom to take individual and local initiative. чтобы люди брали на себя инициативу локально у себя на местах. But if it's taken too far, И это прекрасно, этого мы хотим. Но если это пойдет слишком далеко, инициатива, you lose the consistency and the cohesion то мы потеряем единство, мы потеряем соответствие. to deliver what the client wants. Соответствие тому, что хочет клиент, чтобы мы ему дали. So we've got to avoid fragmentation, and fragmentation particularly happens with different language groups. И поэтому нам нужно избежать фрагментации. А фрагментация возникает особенно, когда мы имеем несколько групп, говорящих на разных языках. And our main language groups are Mandarin, Есть там Mandarin, да, есть там Russian, русская, мандариновская группа, язык китайцев, English, английская,
Spanish, испанское, Portuguese, португальское, German, немецкое, and French. французское. So very easily these people can fragment, Очень легко эти так люди чук-чук-чук-чук-чук. and you can lose control of what is going on. И ты теряешь контроль над тем, что происходит. And there is a balance between control И необходим баланс между контролем and freedom to get the job done. и свободой делать свою работу. And the third barrier is confusion, И последний, третий барьер – это путаница. where perhaps one individual or a small group of individuals have a perception about how things should be done. Один человек, там, небольшая группа людей, у них есть понимание того, как нужно сделать что-то. But the client has a different perspective in terms of what they think ought to be done. Но клиента какое-то другое видение, как все должно быть сделано. An example of this is where in different parts of the world, different businesses have different priorities. Как пример, в различных частях мира различные бизнесы имеют различные приоритеты. In Kazakhstan, there's a very high interest and take-up of training. В Казахстане они просто вот очень заинтересованы в тренингах. But if we look in, say, Belgium or France, Но в Бельгии, во Франции there is a much lower degree of interest in the training. гораздо меньше тренингами интересуются. So the organisation starts to work against itself or becomes confused as to what the priorities are. И возникает путаница, что же на самом деле важно, важен тренинг или не важен тренинг. And that can impact on the team, И это воздействует на всю команду. because the people delivering in Russian are really very excited, Потому что тренеры, которые работают в России, because there's они lots очень of work and they're very busy, радостно, они очень так, много работы, они заняты. and the French team are going, А французы расслабляются. you know, what's the priority? И что важно-то? So what we have is a framework of thinking, И то, что у нас есть вот такая основа для мышления. so that we can overcome these barriers. We want to move people away from, from isolation to the point where they feel engaged. На то, что мы опираемся, чтобы переместить людей от изоляции к тому, к чему мы хотим. We want to move people from confusion to clarity, where they're very clear about what they've got to do. От изоляции в увлеченность, от путаницы к ясности. And we want to move people from being fragmented И от фрагментации to feeling that they are working cohesively. к сплоченности, к чувству сплоченности, что они работают вместе. So the countermeasures that we have И контрмеры, которые у нас есть, in English are called, it's called the 6 C's framework. in Russian now it's called 6S. 6S framework. Yes, of course. Это основа 6C по-английски, и мне удалось перевести 6S по-русски, но я не помню, поэтому подойду поближе. Это не 6 сигма. Нет, ни в коем случае. So this framework, if you like, is in my mind when I'm trying to design how the team will work. 36 people in 26 different countries. И каждый раз, когда я думаю, как должны работать эти 36 человек в огромном количестве стран, я вспоминаю вот об этой рамочке. So the first one is to create a degree of convergence, causing people to move towards the same destination. А первое, что мне необходимо обеспечить, это конвергенцию, сближение, движение к одним и тем же приоритетам, к одним и тем же целям. And there we go. What I'm trying to do here is to create a situation where people have a clear purpose and a common direction for working on the project. Я хочу, чтобы они шли в одном направлении, и у них была общая цель при работе над проектом. So one of the things that we do is to create structures within the team. Как мы этого добиваемся? Создавая структуру в команде. So we have people that work at a global level.
У нас есть люди, которые работают на глобальном уровне. So their responsibilities are spread thinly, А их ответственность так тонко распределена. but very widely. Но она тонко распределена, но широко. And they are there to coordinate a lot of activity. И они координируют кучу деятельности других. But then we have regional teams Затем у нас есть региональные команды. which are working, if you like, vertically to create more depth. Они работают в вертикальном смысле, на большую глубину. And these teams work to a purpose statement. И эти команды работают в одном заявлении намерения. Technically speaking, Технически говоря, I could run the team just as individuals running individual training programs. я могу заниматься командой как с каждым по отдельности, да, вот индивидуальные тренинги. But that does not add any value Но, to the это learned experience that everybody encounters. но нет никакой ценности в этом для опыта самообучения. So there are certain key words or phrases Есть некоторые ключевые слова, ключевые фразы, that create a sense of purpose as to why we're working together rather than as individuals. которые объясняют, почему мы работаем вместе, чем они индивидуально. So things like consistency Такое как согласованность, is very important for sharing knowledge across the team. чтобы тренинги были согласованы, необходимо Laterally. делиться знаниями, впрямую делиться знаниями во всей команде. We are continually trying to evolve new ways as a result of experience, create new products as a result of what has happened. Мы постоянно пытаемся находить какие-то новые пути, создавать новые продукты в результате нашего опыта. So that only happens when people talk. Но это происходит только тогда, когда люди общаются, говорят. So we encourage, as we say in English, we encourage gossip. Вот, поэтому мы поощряем слухи. Oh, did you hear? Oh. Ты слышал, да? Да. And then the other thing is the mutual support of people. И взаимоподдержка людей в команде. When I said that people can get isolated if they feel they are just one person on the team, Когда люди начинают чувствовать себя изолированными, когда им кажется, что он один человек в команде. the idea here is that people feel part of a community. Фишка в том, чтобы человек чувствовал себя частью сообщества. Whether they're working in Brazil, UK, wherever. Где бы он ни работал, в Бразилии, в Объединенном Королевстве, где бы то ни было. So that, if you like, that purpose statement creates an element of convergence. It focuses people's emotional and intellectual energy into a central purpose. Вот это заявление намерения, оно создает согласованность целей, согласованность движений совместно. The next C Следующий S, is looking at coordination. это согласованность. Там сближение, здесь согласованность. Вот координация, но точнее согласованность. То есть не просто вот именно когда ты делишься с другим. Вот так. So with coordination, what we want to do is to create stable systems С помощью согласованности мы хотим добиться стабильной системы, or processes or процессов, tools инструментов, which mean that people work consistently together and therefore can be coordinated. чтобы люди работали вместе и чтобы они могли быть координированы. So we do this through what we call the SharePoint. It's like our intranet, team intranet. Для этого, для того, чтобы люди могли согласовать друг с другом, а не просто там делать каждый свое, у нас есть вот такой инструмент в интернете, SharePoint, ну не знаю, точка сборки, как перевести даже. So everybody, regardless of geography on the team, Неважно, где человек находится географически в команде, has got access to information in different languages. у него есть допуск до информации на его языке. We put daily information on there
if there's something in the media that affects ArcelorMittal, for example, the share price goes down or there's a new person appointed, that information is on there so that people can be kept up to date with latest developments. Мы размещаем там новые обзоры, новую информацию. Если где-то в СМИ появляется что-то важное, например, об ArcelorMittal, мы тут же выставляем это здесь. There are certain processes which are standard to everybody. It doesn't matter where you work, you follow that process. Там есть некие процессы и шаблоны, которые общие для всех, которые поддерживаются. But we try to give this life, you make it a human thing. Но мы делаем это такое человеческое, по-человечески, с учетом личности. So you have to make people visit this site. We have to make it interesting and exciting for people. Его надо сделать, этот сайт, интересным для всех, возбуждающим, чтобы люди все-таки на него ходили. So we make it a personal site. We make it more interesting than just news information. So we have, for example, in the team, electronic introductions. И чтобы сделать более личностно, мы здесь делаем, например, электронные такие самопредставления. I can translate it. Okay. Вот это представление Стива Притчарда. Вот здесь вот справа раннер, бегун, сибирский ледяной марафон. Он в Сибири. Стивен вообще марафонец. И даже там в Тибертаун, там бегал по утрам. И периодически он бегает марафоны. Так, внизу английский футбольный болельщик. И внизу куча детей. Профессиональный опыт. Офицер британской армии, sales and marketing, HR, международное развитие бизнеса. Любимая еда, не выговаривает какая-то индийская. Любимая... Русский стандарт, да? Русский стандарт. Любимый фильм «История мальчиков». Нет, исторические мальчики тоже не знаю. Любимые интересы и спорт. Бег на длинной дистанции, чтение, рок-музыка, наблюдение за футболом, Астон Вилла и Магнитогорск и современная Россия. Любимая цитата. Когда в последний раз ты пытался что-нибудь в первый раз? Ты пытался сделать что-нибудь в первый раз? Лучшая книга, которую я читал или там прочел, People, то есть людской акт любви, Джеймс Смит, не знаю, что это такое. Что меня действительно мотивирует? Хорошее время с моей женой и семьей. Избегать места, которые глобализация не коснулась. Улучшить мой базовый русский язык и эти навыки. Что меня раздражает? Цинизм и скептицизм. Мое определение успеха. Не быть в нужде успеха, то есть не думать об успехе. Если бы день был невидим, что бы я сделал? Я бы хотел выступить на сцене с Pink Floyd. Вот. И так про каждого. Можно вопрос задать? Почему не думать об успехе? Что в этом кроется? Why to not be in need of success? Не быть в нужде успеха. Чтобы успех не был твоей нуждой. То есть говорит, я хочу успеха. Вот быть в состоянии, когда тебе успех не нужен. Why do you want to learn Russian? Why do you want to learn Russian language? Why do I want to learn Russian? It's a very beautiful language. Почему ты хочешь выучить английский? Потому что это хороший язык, очень красивый язык. But at school I was not a linguist. Но в школе я не был лингвистом. And I decided about 2 years ago. И я решил 2 года назад. That I wanted to learn a language. Я хочу выучить язык. So I chose the hardest one. Я выбрал самый сложный. In the Western language system. Восточных языков, западных языков. But I think it's good for the mind. It helps expand the mind. Но я думаю, что это хорошо для головы, оно так расширяет You will think different. Yes, exactly, absolutely. It makes life
richer Это as a делает result жизнь of this богаче. experience. More sophisticated thinking, I'd say. Yeah. But I'm afraid I speak as a child still. Я боюсь, что, ну, мне кажется, что я говорю как ребенок еще по-русски. The point though is that this brings me closer to people И это делает меня ближе к in людям. the team. Because Mikael has got one as well. Потому что, вот, Михаил. Так переведено. Yeah. Ну, надо близко. Ой, ну-ка, можно? Перевести. Профессиональный опыт. Исследователь, тренер по дыхательным психотехникам Ригёфер, глава подразделения HR, предприниматель, хедхантер, бизнес-тренер, глава представительства тренинговой компании, основатель тренингового и президент тренингового клуба, аккаунт-менеджер, менеджер проектов, группа аналитик, коуч, консультант, продюсер фестивалей, ведущий телерадиопрограмм, спикер, букрайтер, писатель. Любимая еда – пельмени, любимый напиток – венгерский бальзам уникум, любимый фильм «Форест Гамп», любимый спорт, интерес – соединять людей и поэзия, стихи, написание. Любимая цитата – люди разные. Лучшая книга, которую я читал – «Иллюзия бессмертия». Что действительно мотивирует меня? Провоцировать людей изменяться. Глобальная картинка локальных вещей, системный подход. Что действительно раздражает меня? Категоричность. Мое определение успеха – наслаждаться своими результатами. Если бы ты был невидимый день, чтобы посетил бы сакральные церемонии. Наверху вдохновение, провокация, отец и муж. Ноги ребенка, а руки тоже на плечах. То есть в Южной Корее ты прошел бы ты. Я про расширение. Now the purpose of these Цель этого, is that if you and I work together in the same office, если мы с вами работаем в одном офисе, probably in conversation over coffee, то, возможно, за чашечкой кофе, you would find this information out anyway. ты так или вы так или иначе узнаете эту информацию обо мне. But as a team, when we're apart, we can't do that Но easily. когда мы разбросаны по всему миру, нам это сделать сложно. So when people join the team, Когда люди присоединяются к команде, we ask them to fill this out. мы просим их заполнить эту штуку. And then it helps us build an emotional affinity Это нам помогает создать эмоциональное единство with people. с людьми. It's a little bit like a formal Facebook. Это как Одноклассники. да, это вот как такая формальная социальная сеть немножко. Так. Also, for coordination, Также для координации there are certain tools that are quite useful to have on the computer dashboard. для согласованности есть некоторые инструменты для работы в онлайне. So all the different global clocks where the team is. Глобальные часы по всем странам, где есть, чтобы знать, сколько времени в каждой стране. The progress dashboards, you know, we were talking about evaluations. They are there for people to see. Такие приборные доски, чтобы смотреть, кто есть кто, где, как и движется прогресс. Good news, bad news, Хорошие новости, плохие новости. we can see Мы видим. from there. Then things like the presence tool, who's actually online at the moment. It's a bit like with Skype. Индикаторы доступности, чтобы было Yeah. видно, кто что, чем занимается, кто доступен сейчас. And that's how, for example, Vinay in India Так, например, Вина в Индии can maybe talk to me when I come in to work in the morning because he sees I'm coming online and we start maybe just может sharing. начать разговаривать со мной, как только я пришел на работу утром, потому что она видит, что я пришел. So all of that is around coordination. Это все вот по поводу согласованности. The next is the whole challenge of mobilizing capability. Еще что касается, это сила способностей.
And there are two types of capability that we are interested in. И нас интересует два типа способностей. There's people's professional capability. Первое – это профессиональные способности. What knowledge do they have? Какими знаниями обладают люди? What experience Какой опыт do they have? у них? What specific expertise perhaps they have? В чем они наиболее хорошо осведомлены? Because, for example, Mikhail might run a program around decision making, Например, Михаил может провести программу по принятию решений, but there may be somebody in let's say, Spain, но кто-нибудь в Испании, who's never run that program before. который никогда не проводил такие программы. So maybe they can talk and get some ideas about how that program is run by just getting onto the net and sharing the ideas. So it's just technical and professional Может быть, ему knowledge. стоит поговорить с Михаилом и уточнить, как лучше проводить эту программу. And what we do is we keep a database as to what experience people have got, what countries they've worked in, what languages they speak. Sometimes you want to check translations. И у нас вот такая база данных по людям, в каких странах они работали, на каких языках говорят, какие программы проводили. Ну, иногда даже просто хочется, нужен кто-то, чтобы проверить, насколько хорошо что-то переведено. So going quickly to the person that can find a solution for you. Поэтому очень быстро можно пойти и найти, вот, чем человек может помочь. By the way, I guess a guy from Poland Yes. approached me Yeah. and asked that he needs a short consultancy for several hundred of bucks because he is going to Almaty by his own business, not TMA business. And he will be coaching some Poland. Sorry. Yes. Some Poland guy, and he needs я подумал, что я вам говорю. Thank you, Mika. Парень, поляк тоже из TMA, Павел, мне пишет, говорит, ты там в Казахстане работал, я буду коучинг проводить для поляка по специфике Казахстана. Но мне нужен кто-то, кто знает какие-то вещи, часа два консультация будет стоить столько-то, готов заплатить, чтобы он меня проконсультировал по каким-то нюансам, да, чтобы я был более компетентен по Казахстану. Вот. Правда, у него была фантазия, что я в Алмате живу. Я говорю, за такие деньги я не готов приехать. Там билет дороже стоил. Ну, нормальные были деньги. И я нашел тогда парня, моего однокурсника, с которым они встретились, были довольны, тот заработал деньги, а этот получил, он казах, а этот получил консультацию по казахскому бизнесу. То есть вот это действительно как работает. We had a question from the client. У нас был вопрос, например, от клиента. How many people in our team had worked at business schools? Как много наших людей там работают. Нас спрашивают, для статистики ArcelorMittal спросил, в каких школах преподают ваши тренеры, бизнес-школах? And we found out that 22 of the trainers И мы обнаружили, что 22 тренера have worked at business schools, работают в бизнес-школах, but 6 of them но 6 из них have actually worked at the top, in the top 10 in the world работают в 10 лучших мира, as visiting professors. как такие вот посещающие у них спецкурсы свои. So that was very good marketing information for us. Это было для нас самих очень интересно. We didn't even know it. Маркетинговая информация, мы об этом не знали. So that's formal capability. Это формальная такая способность. But we also need to recognize informal capability. Но нас интересуют также неформальные способности, то есть те, которые относятся не к делу, а к людям. Maybe characteristics or traits Может быть, характеристики личностные, качества личные, that people naturally have которые есть у людей, that can assist the team. Которые могут помочь работать команде. For example, Например, this idea of energizer. энергетик. Now, Victoria Spashchenko, who joined our team, Виктория Спащенко, Украина.
in Kiev. She went on her first day's training В Киеве она вышла на свой первый тренинг от TMA. last year, and she got an SMS message В последнем году, в прошлом году у нее было СМС. from somebody called Hans, who she hadn't met. Sorry? From Hans in Amsterdam. who she hadn't met. От Ганса из Амстердама. And she rang me. She said, "Stephen, I have a message from somebody called Hans." И она мне звонит и говорит: Стив, у меня тут письмо, СМС от какого-то Ганса. And I said, "Oh well, you know, what does it say?" And it says, "Good luck, удачи." И вот он там написал удачи. And I said, "So what's the problem?" И она говорит: какие-то проблемы, Стив? She said, "I've never met this guy, Я никогда его не видел в жизни. but he wishes me good luck." Но он мне желает удачи. And I said, "Well, that's how Hans likes to work. He knows everything that's going on in the team every day Я говорю: ну так Ганс работает, он знает все, что происходит в команде. because he's managing the central function, Потому что он так вот центральный. and he SMSs good luck messages to people." И он иногда посылает СМС-ки. He didn't send me anything. Oh, but that's because of, you know, I told him not to send you anything. Он мне ничего не послал. Стив говорит: это я сказал, ну что он тебе ничего не сказал. But for Victoria, that was a very motivational thing. Но для Виктории, это Молоканову-то нет, а для Виктории это было очень мотивационно. I know what you said. But this is his temperament. This is Hans's temperament. Ну и такой темперамент. Probably he sends SMS only to women. His temperament. Probably. Возможно, только девушкам шлет. We have another individual in our team У нас еще один перец есть. who is, who is this? Вот он аудитор. But he's very good at spotting mistakes. Он очень хорош в нахождении ошибок. If you want to put a document to that person and just get them to check it, Если вы даете ему документ проверить, what you think is perfect, то, что вы считаете отлично, he finds 10 things wrong. он 10 ошибок найдет точно. And that's his natural ability. Такой вот он психически вот такой. So it's using, if you like, people's informal skills to get the best results. Итак, мы используем вот такие вот личностные качества каждого для достижения лучших результатов. Yeah. And we always say, make informal skills explicit, make them visible. Вот и мы говорим: давайте вытаскивайте свои способности, качества наверх, чтобы было видно. So that's the third C, looking at capability. А вот можно вопрос, а какие качества Михаила Молоканова? Вот personal traits of Михаил Молоканов. Networker. Networker, because when I met Mikhail, Когда я встретил Михаила, I automatically gained some form of access to a whole range of people that I haven't even met yet. то я сразу получил такой доступ к такому количеству людей, которых никогда еще не мог получить. No. Maybe I shouldn't meet them. Может быть, мне не стоило с ними встречаться. But again, some people have got a natural ability to do this. У некоторых людей такая вот нормальная способность. Yeah. Okay, so the next C is looking at communication. А следующее – это связь. Коммуникация, но в смысле связь, вот быть. And this is where we are trying to organize in people's mind И вот так мы пытаемся организовать умы людей, the correct form of communication for the correct type of activity. чтобы выбирать правильные средства коммуникации, связи, активности. So, for example, here Например, вот здесь we are maybe storing knowledge мы вот здесь вот накапливаем знания. that doesn't need to be used immediately. То, которое не надо вот прямо сейчас использовать. We don't want to lose it, we want to keep it. Мы не хотим его терять просто, мы его копим. It's not urgent,
Это не срочно, but it's useful knowledge to have. но это очень полезное знание, чтобы иметь. So things like what we call the Wikipedia, А вот Википедия. yeah, we can store collected knowledge in the team. Мы можем накапливать, сохранять, объединять знания команды. When we talked about presence tools, instant messaging, Skype, Мы говорим также о скайпе, там, вот, о мгновенных сообщениях, тоже есть. Это наоборот, на другой стороне. different type of communication just for a quick engagement with somebody. Такие быстрые способы быть вовлеченным с другими. It's like lifeblood in the team, Это как кровь but it команды, is not the soul of the team. но не душа. So we also maybe use for the purposes of keeping consistency in the team a web meeting every quarter, every 3 months. А для того, чтобы соблюсти такую согласованность в команде, мы делаем интернет-встречи каждые 3 месяца. Where from around the world maybe we have 3 opportunities У нас может быть там 3 только возможности. for people to join the call, everybody, Когда вот все могут объединиться. and we bring them up to date with what's going on. И тогда мы сообщаем, что происходит, даем самую последнюю новую информацию свежую. But you will never get 36 people Разумеется, мы никогда не можем вот так объединить 36 человек in one call. в одном таком звонке. So you have maybe 3 different types, 3 opportunities. Может быть, там придется разбить эту группу на 3. And then if they can't make those calls, then they get a broadcast, a webcast, or a presentation. Если они вообще никак не могут, то тогда они слушают записи или смотрят. So that's what we design communication around. Then the next one is what we call cultural intelligence. Следующее – это сила культурных различий. Because we recognize that people are working with different styles. Потому что мы понимаем, что люди работают в разных стилях. And with different values. И различными ценностями опираются. We have a tool, well, what I would say here is that it's very easy to imagine in a virtual team with an email address that everybody is very similar. Очень так просто, когда ты общаешься с почтовыми адресами, думаешь, что все одинаковые. But actually people are very different, and that's good, we like this. Но они разные, и нам это нравится, это хорошо. But the local circumstances that people are working in has to be really recognized, because they face different challenges in different geographies. Но нужно учитывать разные условия, в которых работают люди, потому что они в разной географической среде, у них разные вызовы. So to help us understand the different cultures, we have a profiling tool. Чтобы помочь нам осознать, понять разные культуры, у нас есть вот такой вот профиль. This tool is an online tool where people can find out what the dominant cultural orientations are of a particular country. Он есть у нас в интернете на сайте, куда любой может зайти из команды и посмотреть, какие есть культурные предпочтения у той или другой национальности в той или другой стране. And we've got 50 countries online. У нас 50 стран вот так вот просчитаны. Canada, India, Канада, Индия. so on and so forth. And here we can see just a profile for, in this case, what we would say the dominant cultural orientations are for Russia. Вот здесь усредненная культурная ориентация России. Видите, ориентация больше на отношения, чем задача. Такая скорее не явная коммуникация. Принятие решений, то есть это принятие на себя рисков достаточно высокое, то есть рисковая нация. Время нелинейное, а вот так идет. Да? Там скорее на фантазии, на идеи ориентации, чем на факты. И такое усложненное мышление, непростое. And you can map onto here. И вы можете заполнить вот такой опросник и понять, вот видите, где синенький, где вы находитесь по отношению к русским, например. Because you are not a country, you're an individual. Вот, потому что вы же не страна, вы индивидуальность,
но может отличаться. So, for example, I don't have an English profile even though I'm English. Вот, например, хотя я англичанин, но я не подхожу под английский профиль. So it's quite, the purpose of the tool is to provoke, it's just to get you thinking. И задача этого инструмента заставить вас думать, стимулировать ваше мышление, спровоцировать его. It's not possible statistically speaking. Но в принципе нельзя говорить статистически. To have, if you like, an accurate measure. You can't do this statistically, I think, very accurately. Если вы не измеряете что-то точно, оно не может быть измерено статистически. But you can look at general trends and get a sensible understanding of perceptions. Но вы можете посмотреть на общие тенденции и почувствовать. The main purpose is to get people curious about working in other cultures. Одна из основных задач этого инструмента – заставить людей любопытничать по поводу других культур. So we would say these are general tendencies. Это общие тенденции, конечно. They're not facts. Но не факты. And then the final C is cooperation. И последнее – это сотрудничество. Which is our ability to build trusting relationships. Это способность создавать доверительные отношения. And there are certain strategies that we would use И здесь есть несколько стратегий, которые мы используем to develop trust in the team. Для развития доверия. The first thing is that if you want to get trust, Первое, если вы хотите, чтобы вам доверяли, you have to give trust to a certain вы extent. должны доверять сами в первую очередь. So there is an element of risk taking. Конечно, это элемент риска. Every trainer that I've met who delivers programs for us, I haven't had the chance to see what they can do. У меня не было возможности увидеть, как каждый из наших тренеров работает. I might have some references, some network indications. У меня есть какие-то отзывы, у меня есть какие-то слухи, еще что-то. You might be able to tell from the clients they've worked with what sort of level they're at. But at the end of the day, И там что-то говорят клиенты, но в конце дня, you have to trust them with the responsibility to do the job. в конечном итоге, ты должен доверять тренеру, когда он выполняет свою работу. So we have to take a certain amount of risk. Рискуем. I think one thing that we have found is that in all our electronic communication, we try to adopt a friendly, positive style in our writing. Еще что мы обнаружили для себя. В электронной коммуникации необходимо соблюдать такой дружеский, позитивный стиль. The one line at the beginning of an email Одна линия в начале письма, that says, "How are you today?" or "How's life?" которая говорит, как жизнь, например, you know, is worth its weight in gold. Стоит сотен. Because it's very easy to be task focused in Потому что the очень просто communication. быть в коммуникации ориентированным на задачи. We've also found that when you get bad news, Очень важно, когда у вас плохие новости, break it immediately. Don't hide problems from сообщать people. о них тут же, не прятать проблемы. Being consistent is very important. Быть постоянным, согласованным, предсказуемым. It's better to be bad than it is inconsistent. Лучше быть плохим, чем непредсказуемым. Because consistency correlates very closely with trust building. Потому что постоянство, предсказуемость очень сильно коррелирует с построением доверительных отношений. If you're consistently bad, Если ты постоянно плох, at least you know where you stand. At ну, least- по крайней мере, ты известен, тебя понимают и понятно, что как себя вести. But maybe when people are good one day, bad the next, that's very destructive. А когда люди один день хороши, другой день плохие, один день хороши, то это ужасно. Also, you hear a lot of personal information or personal challenges from people. Также, конечно, ты узнаешь очень много личных каких-то вещей. And it's very important to maintain confidences.
the personal information remains personal. Очень важно соблюдать конфиденциальность, чтобы личная информация оставалась личной. And also creating opportunities for people to contribute. И создавайте возможности людям вложиться во что-то и как-то проявить себя. We find that people have a strong need to give of themselves. Мы обнаружили, что у людей очень сильна потребность отдавать. Much more than take. It's not gimme, gimme, gimme. Гораздо выше, чем потребность брать. They want to give their professional expertise. Они хотят делиться своими знаниями. But we also have to maintain very clear roles as well. И также очень важно соблюдать или выдерживать ясные роли. Очень странно, снова я работал там с 9 самыми разными компаниями, но с TMA World какой-то совершенно, ну вот как это удается, непонятно, потому что ясно, что это объяснялка, но это удается. Вот два конкретных примера, да, то есть первое, я сейчас работаю с другой еще компанией, австрийской, и там тоже неплохая оплата, да, там тоже хорошая оплата, но когда мне там пишет руководитель, там, вот, говорит, там материалы высылаю на английском для клиента, там, но их надо перевести и так далее. Я автоматом, не думая, ну то есть, вернее, думая, но как бы автоматом пишу, заложен ли бюджет на переводчика, даже не посмотрев, что там, да, то есть у меня там мыслей никаких нет. Но когда я работаю с TMA World, я там сидел, вот вчера 2 часа переводил эту презентацию, да. Вот, там, я организовал это мероприятие, которое, ну, в общем, по сути, там, оно ничего особого не приносит. Но я имею в виду в каком-то там плане, там, для меня лично, там, для Стива, и делаю это с радостью. Еще сейчас какой-то очень важный факт. Вот это вообще фишка. По поводу давать. Train the Trainer в Киеве. Показывают слайды, да, там вот нам дали раздатки, там еще что-то. Ну, программы, нормальные программы, нельзя сказать, что они гениальные. Да, нормальные, обычные западные программы, но видно, что хорошо написано. Но опять же, там не что-то супер-пупер. Дальше, смотрю, моделька, там, не помню, по конфликтам, почему-то оригинальная, интересная моделька. Я Стива спрашиваю, говорю, а вот эта моделька, она, ну как-то тоже она простая, но оформлена хорошо, логикой. Я говорю, Стив, это чья модель? Откуда она взята? Он говорит, да, наверное, у нас там разработали. Я говорю, Стив, говорю, я могу ее брать, ссылаться на нее, да, я, разумеется, буду ссылаться и вставлять в тренинги. Он говорит, конечно, нет проблем. Да, там куча других компаний, в общем, говорят, нет, это наше. Дальше следующий вопрос, не помню, кто-то задал, кто говорит, Стив, а мы можем брать вот программы и вести их сами? Но не вот полностью, конечно, а для своих клиентов вести. И ну, какие-то куски там и так далее, там, ссылаться мы должны нет. Стив говорит, конечно, можете. Чем больше вы работаете с нашим материалом, тем больше вы им владеете, и тем лучше вы будете преподносить его нашим клиентам. Дальше. Тоже стандарт год назад. Ашан и TMA встретились, ведутся переговоры. Да? Стив говорит, вот мы сейчас ведем переговоры, нас интересуют только большие глобальные проекты. Если они заказывают большой глобальный проект, да, вот работайте с нами. Если окажется, что они нас не тянут или еще что-то, и будут какие-то маленькие консультации, там, 1-2-дневные тренинги, вы можете их взять себе. Вот сейчас Виктория Спащенко там сам по себе что-то там делала. Oh, sure. Yeah, for sure. Okay, and the other thing that we do have is an electronic online tool to measure, again, effectiveness around the 6 C's. И это еще отдельный инструмент электронный для измерения эффективности по этим 6 S. So people can give their opinions as to how well or badly we are managing the 6 C's of the framework. Люди выставляют оценки, насколько хорошо и вот мы поддерживаем эти 6 S. And it gives us a chance to get feedback and address weak areas. И это дает нам обратную связь и понимание, как и что как. So the final comment really is
that's the framework, all in there. Это вот основа, скелет, заключая. But for me, the real question is this. How much influence do I personally have on everybody else to get things done in Kazakhstan, in Ukraine, in Brazil, in Portugal? Но для меня ключевой вопрос, насколько сильна моя способность влиять на других людей для того, чтобы работа была выполнена в Казахстане, в Португалии, в Бразилии, в Украине. And the answer is that I have some influence. И ответ такой: у меня лишь немного влияния на это. But for example, Mikhail or other members of the team have much greater influence. Но другие члены команды, Михаил, другие тренеры, имеют гораздо больше влияния на эти процессы, Than I will have. чем я. So the key thing in leading virtual teams, Поэтому ключевая вещь в руководстве виртуальными командами I feel, is to be a good ambassador – это быть хорошим посланником, послом for everybody in the team. для каждого в команде. There is a difference between a diplomat and an ambassador in English language. И здесь важно отметить, что в английском есть посланник то есть и дипломат, есть различия. A diplomat has one perspective. У дипломата есть такая узкая перспектива. A diplomat represents, if you like, the country. Дипломат представляет This is страну. what I want. Это вот то, что хочу. An ambassador А посланник, has to be trusted by both sides, by all sides. он должен вызывать доверие у обеих сторон. So for me, the key challenge for leading virtual teams is to be, if you like, what we would call an ambassadorial leader. И если мы говорим о руководстве виртуальными командами, то для меня это мы говорим о лидерстве таком посланника. Where people will be prepared to talk to you about difficult things. В таком лидерстве, когда люди будут готовы с тобой говорить о самых разных вещах. And that you will be fair in the way in which you receive the information that you get. И ты должен быть честен, открыт в том, как ты получаешь информацию. So, Ну, that covers all the content это все, что касается содержания for today. сегодня. But Но, if you have any questions если у вас есть or вопросы, thoughts and или, может быть, даже у кого-то Ну, на самом деле, один вопрос, скорее даже не про управление командами. Вот интересно отношение на Западе к идее Дэвида Майстера. Ну, вообще, на самом деле, не на Западе, глобально, да, вот Дэвид Майстер как консультант для консультантов. То есть, насколько вам близки его идеи и насколько вы используете. И это скорее не про командную работу уже, а про работу с клиентами. David Meister, you know, it's an American writer, he's a consultant for consultants. And what do you think about his ideas of working with clients? Right, I have not read his material specifically, Я не читал вот so его I работ, can't comment ничего не могу on. сказать. Could you summarize maybe top three ideas? Вот если вы можете три какие-то его идеи, например, там основные сказать, ключевые, я как-то комментирую. Ну, на самом деле достаточно сложно, но, скажем так, он, можно так сказать, что он учитывает и стратегическую составляющую, то есть, что не близко может быть российским консалтинговым компаниям, многим тренинговым, учитывает стратегическую составляющую и развитие фирмы, и развитие отношений с клиентом. He paid attention both to strategic part of communication and development of the clients and development of the consulting company. И вот, то есть интуитивно это близко с идеями Стива, ну, честно говоря, не ожидал, ну, Дэвид Майстер, .com, может быть, тогда будет возможность. But probably it's very close what you are doing. Okay. Мне вот по технологии создания тренинговых программ, я до конца этого не поняла. 10 программ всего есть. Они существуют, или каждый тренер разрабатывает их, или они как-то, ну вот, они есть в каком-то стандартном виде,
Или каждый тренер в своей стране ее делает сам? I can answer. About programs. 10, там 12, это вот 10 программ, это для ArcelorMittal. Да, их вообще больше. Они стандартны, есть в стандарте на английском, и они переведены на каждый из языков. То есть тренер приходит и ведет? Да? Абсолютно, да. Поэтому... So the trainer just does the standard programs developed. Yes. А для других компаний? And for other companies, this is for ArcelorMittal. And for other companies? Yes, for other companies, but there is some customization for every company that you can do. Единственная некоторая адаптация для каждой компании есть своя адаптация. А так вот стандарт во всем мире идет одна и та же программа. А кто их разработал? TMA, немцы, например, наша программа. То есть это вот эти тренеры, которые ведут, они их не разрабатывают вообще? Нет. А что они тогда обсуждают на тренинге тренеров и так далее? Акценты. Способы проведения? Даже не то, что способы, но акценты, там, адаптация. То есть мы не разрабатываем, но в принципе, то есть фишка в чем? Есть обязательные вещи, ключевые, которые должны быть учтены, но можно привносить. Просто, можно адаптировать. Но какие-то очень ключевые вещи, которые требуют ArcelorMittal University, они должны быть доведены, и они должны быть сделаны. Нет, привносить, я так поняла, свои видеоматериалы привносить туда нельзя, правильно? Да можно, дополнять можно. Да? Какие-то слайды можно пропускать. Но это как раз вот ключевые вещи остаются. Много просто было сказано о том, что в сети тренеры обмениваются опытом, и вот мне было тогда непонятно, чем они обмениваются, какие новые наработки друг другу они передают. Программа стандартная. Во-первых, можно нюансы привносить, а во-вторых, разные аудитории бывают у этих. The question was about the standards of the programs, and I said that there are standards, and there are several key points which should be done, but you could bring new tools or something like that, and Yes. you can use it, and you give a feedback about each other. Each trainers give each other feedback about reactions of the audience, Yes. and about the new instruments which Yeah. could be used and so on. Yes, absolutely. Yeah. Он согласился. Да. А эти программы, они для внутреннего пользования, для компании, они не сертифицируются или вот как это? Есть какой? Нет? Нет, а кем они будут сертифицироваться? Никем не They are not certified, they are just internal TMA World programs. Yes, if you like, you've got the generic program, which is the core program. You can take that core program and put it with any client, arguably. But the thing that makes the program have meaning is how you relate it to the world that the client lives in. То есть есть вот эта основная ядерная программа, а дальше уже там конкретного клиента там, естественно, что-то может изменяться. And that's where the experience and the maturity of the trainer comes in. Вот, это уже вопрос зрелости и опыта тренера. то есть там никакие права на эти программы не защищены? Нет. Формально. No formal copyrights. No, it's company intellectual property, but when we take on a trainer, they get access to the site, and therefore they can use that here. Вот. Понятно, что это интеллектуальная собственность компании, но так я захожу и любую программу скачиваю. Там, веду я или не веду, причем могу скачивать ее на английском, на русском, на испанском. То есть она просто декларируется. Нет, на Западе она и защищена. То есть если доказано, что программа была... Компания же мировая, поэтому не знаю. Да, если программа разработана в TMA World, то она там разработана и может доказать, что это программа TMA World. Но специально никакой процедуры защиты. А этого не надо. В цивилизованном мире. А в цивилизованном это бесполезно. The question was about a special defense of copyright, but I said that in civilized world, if the program was developed in a company, this is an intellectual property, and it's easy to prove it. Yes. But in uncivilized world, it's
doesn't matter, and so on. Yeah, I mean, you can look at it like this. Let's say we make a bad decision. Предположим, мы приняли плохое решение. We take on somebody who takes the material Мы кого-то наняли, кто взял материалы, and delivers a few programs of ours. и несколько наших программ стал проводить. What can we do? Ну что мы можем сделать? Pursue them through the Russian court system? Через суд российского преследовать. How many hundreds of thousands of rubles Это сколько же денег ты потратил? to get Все. However, if, for example, we had a large contract with a Russian company, Но если у нас, например, длительный контракт с российской компанией, and the client и клиент wants a certain service level, на каком-то там уровне наших отношений хочет then that's a different issue, because that is something substantial that we can work with. эту программу, то да, там мы можем договариваться, развивать это что-то какое-то основание. Ideally, we work with people where the integrity В идеале мы работаем вот так вот интегративно, целостно с людьми. is good, because your reputation electronically Потому что твоя репутация is important. If важна. somebody knows, oh, bad person, Если кто-то знает, что он плохой человек, that goes all around the network. это становится известно по всей Yeah. сети профессионалов. Хотелось бы вернуться к тому, с чего мы начали сегодняшнюю встречу. Уникальная способность Стива находить нужных людей. Вот все-таки с помощью чего это делается? Это посредничество международных хедхантинговых компаний или что-то другое? I told about your unique talent to find right people, and me as an example. And excellent people. What are the tools? Headhunting or what? The best way we've found is through our existing network. Мы обнаружили, что лучший способ через нашу сеть контактов. It's Миша, короче, обращение. yeah. There is a saying in Britain: a clever man and woman knows everything. Как говорят в Британии, умный человек знает все. A shrewd person, a wise person, Мудрый человек knows everybody. знает всех. Спасибо. 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 Я вышлю обязательно тех, кого не было. Презентация будет выставлена на сайте, я дам ссылку. Единственное, я Стиву покажу, на отсюда будут выброшены слайды ArcelorMittal, там об их компетенциях, вот об этих вещах. Также будет выставлено видео, но я тоже обсужу со Стивом, нужно ли вырезать показанные слайды ArcelorMittal.